Вадим Панов. Яр. Кость. Сверкающий. Сверкающий горой бриллиантов перед Глорией расстилался 1923, самый яркий сектор Швабурга, города перестроенного и потому переименованного. Города, вобравшего в себя все достижения современной прикладной урбанистики, ставшего эталоном для агломераций, возникших после него, для поселений будущего. Бетонные небоскребы, некогда предназначенные исключительно для элиты, стали доступны, гостеприимно распахнув двери для всех желающих. Выбирай принадлежащую муниципалитету студию с копеечной арендной платой. Любой этаж, от 5 до 200. Насладись потрясающим видом на окна соседнего небоскреба. Используй наилучшим образом 12 метров комфортного личного пространства, включающего в себя кухонный блок и акваузел. Если хочешь сэкономить, есть студии дешевле, расположенные в глубине здания. Все то же самое, только без окна. Впрочем, зачем нужно окно, которое не открывается? Смотреть на стену соседнего небоскреба? Каждый человек имеет право на достойное жилье. Департамент по борьбе с неравенством зорко следит за тем, чтобы крышу над головой имели не только миллионеры. Зачем спать на улице, если муниципалитет предлагает студию всего за четверть ББД? ББД – безусловный базовый доход, регулярная выплата, предоставляемая всем без исключения гражданам, вне зависимости от их занятости и других характеристик. Небоскребы вместительные, их много. Жилье найдется каждому. Сектор поднимается вверх, как тесто. Сектор становится больше. Сверкающий. 1923. Глория поправила круглые черные очки и улыбнулась. Швабург не скупился на освещение, и по ночам из космоса выглядел неимоверно, ослепительно яркой кучей бриллиантов, в центре которой возвышался самый высокий в мире небоскреб Швабилд. Двухкилометровая, поражающая воображение игла, пронзающая небо и устремленная за его пределы. По ночам Швабург блистал, однако куча электрических бриллиантов была не очень большой, поскольку не скупился муниципалитет лишь на освещение Сити, центрального ядра агломерации, расположенного на берегу моря и нескольких островах. Сити разрывал ночную тьму, и от него разбегались ручейки магистралей и скоростных железных дорог, которые прорезали дешевые народные сектора Большого Швабурга и устремлялись в другие агломерации. Магистрали и железные дороги были видны со спутника, а сектора нет, поскольку по ночам погружались во мрак. Зато с плоской крыши одного из небоскребов 1923, на которой была оборудована закрытая обзорная площадка, вид открывался потрясающий. Улицы и площади сектора ярко освещены фонарями и огромными уличными экранами, на которых транслируют не только рекламу, но и развлекательные ролики. Светятся вывески и витрины ночных заведений. Сверкают окна домов и фары электромобилей. Жизнь бурлит, и яркий свет тому доказательство. Но в действительности настоящими тут были только вывески, витрины и фары. Фонари и рекламные экраны не работали, а рекламные окна светились очень тускло, приглушенно. Компания вновь подняла стоимость электричества, поэтому по ночам люди предпочитали спать. Да и света монитора вполне хватало, чтобы не заблудиться на 12 квадратных метрах. Что же касается ярких эффектов ночного города, то достигались они благодаря AV-очкам, превращающим окружающую реальность в комфортную дополненную. AV-очки от английского Augmented Reality, дополненная реальность, и Virtual Reality, виртуальная реальность. Комбинированное устройство, позволяющее владельцу с одинаковой эффективностью работать в обеих цифровых реальностях. Зачем тратиться на уличное освещение, если люди сами заплатят за возможность увидеть то, чего нет? «Я не знал, что здесь построили площадку», — громко сказал мужчина, подходя к стеклянной стене. «Ты плохо знаешь сектор?» — поинтересовалась в ответ Глория. «Я в нем вырос». «Это не одно и то же». «Я не обязан знать здесь каждый закоулок». Мужчина по-прежнему говорил очень громко и очень властно, как привык. И держался властно, очень уверенно, держался в полном соответствии с модным костюмом, сшитым из дорогущей настоящей шерсти, золотыми часами с бриллиантами, ботинками из настоящей кожи и 3 вооруженными телохранителями, замершими у дверей. И одеждой, и поведением мужчина четко демонстрировал свой высокий статус. «Мне нравится твой выбор. Будет интересно заняться здесь любовью». «В очках?» — уточнила девушка.
«Разумеется, без них здесь будет слишком темно». И они оба посмотрели на высоченный штырь Швабилд, который останется виден даже после того, как они снимут Эйви-очки. «Тебя это не смущает?» «Что именно?» «Что мы живем в тени Сити». «Я здесь вырос», — напомнил мужчина. «Я живу не хуже, чем в Сити». «Тем не менее, ты здесь, а не там». «Пора раздеваться». «При них?» Глория едва заметно указала на телохранителей. «Что тебя смущает?» «Я не актриса». «Ты очень странная для девки из клуба. А я не считаю, что женщина должна быть странной. Женщина должна...» Однако рассказать, что именно, по его мнению, должна женщина, властный мужчина не успел. «Почему ты поехал со мной?» — мягко перебила его Глория. Он начал злиться. «Я совсем не в твоем вкусе», — продолжила девушка. «Тебе нравятся блондинки, причем натуральные, а у меня розовые волосы. Ты предпочитаешь 5-й размер груди, не больше, но и не меньше, и это не про меня. Единственное, что могло тебя привлечь, мои длинные стройные ноги». Глория выпрямила и чуть приподняла правую ногу, а поскольку на ней были надеты короткие шорты, получилось весьма привлекательно. «И тем не менее, ты со мной поехал». «Почему?» — заинтересовался мужчина. Он понял, что девушка права, и злость отступила на второй план. «Потому что я идеальная», — ровным, абсолютно спокойным голосом объяснила девушка. «Ты этого не понимаешь, но ощущаешь, и потому не смог противиться предложению отправиться на крышу недостроенного небоскреба, вместо того, чтобы по-быстрому трахнуть меня в отдельном кабинете. Моя идеальность не нарисована, она не в оболочке, она настоящая и потому гипнотизирует». «Ты из Биггеров?» — спросил после короткой паузы мужчина. Глория оставила вопрос без ответа. «Еще тебе нравятся голубые глаза. Длинные светлые волосы, большие голубые глаза, круглые щечки с ямочками и чуть припухлые губы. Скажи, почему тебе нравятся кукольные лица? Детская травма? Свой первый сексуальный опыт ты получил с куклой сестры или глядя какое-нибудь древнее аниме?» Она специально злила мужчину, целенаправленно оскорбляла и добилась своего. «Ты ведь понимаешь, что живой отсюда не уйдешь?» Он не угрожал, он сказал, как будет. «Откуда?» — удивилась Глория. «Где, по-твоему, мы находимся, милый?» Один из телохранителей всю дорогу ехал без AV-очков, поэтому в ответе мужчина не сомневался. «На прикольной обзорной площадке, о которой я раньше не слышал, но которую буду иногда навещать. Но не надейся, что стану вспоминать нашу встречу, а тебе я забуду через час». «Тебя не смутило, что ты никогда не слышал об этой площадке?» «Я много о чем не слышал». «Эту площадку построили специально для нашей встречи, милый, и она полна сюрпризов». «Вот как?» Это было несложно. Ее уверенный тон заставил мужчину насторожиться. Он бросил взгляд на телохранителя, тот понял непрозвучавший приказ и нажал на кнопку вызова лифта. Тишина. Телохранитель снял очки, убедился, что действительно стоит около дверцы лифта и жмет на кнопку. Понял, что не слышит гудения мотора, и посмотрел на хозяина. «Лифт не придет», — очень тихо сказала Глория и улыбнулась. Дождь пошел внезапно. Хлынул мощным потоком, яростно бомбардируя асфальт крупными зрелыми каплями летнего ливня. Бомбардируя так, словно хотел стереть с лица земли и асфальт, и сам город. А если не получится, то хотя бы прилипшую к ним грязь. Дождь застал Бенса за столиком уличного кафе, но прежде чем укрыться под навесом, он поднял голову и прищурился, пытаясь разглядеть прячущееся среди небоскребов небо. Разглядеть получилось немного, а то, что Бенс увидел, оказалось серым под цвет упирающихся в тучи зданий. Небо было таким маленьким, что Бенсу показалось, будто он смотрит на него с дна колодца, длинного и узкого колодца, который здесь, внизу, называется 5-й улицей сектора 1923. «Что мокнешь?» — крикнул спрятавшийся под навесом Макар. «Иду». Бенс подошел к приятелю и задумчиво улыбнулся. «Однажды я подумал, что не всякий дождь способен добраться до мостовых. Ведь если он слабый, да к тому же дует ветер, капли рассеиваются по стенам и стекают по небоскребам или засыхают на них». «В детстве подумал». «Почему?» — удивился Бенс. «О таких вещах обычно в детстве думают», — ответил Макар. «Потом становится до лампочки». «Думать? О таких вещах?» «Может быть». Бенс вновь улыбнулся, вспоминая, когда именно мысль пришла в голову, и признался. «Да, в детстве». «Я угадал». «Нет, ты просто прав».
Макар служил контролером департамента благоприятной среды, славился прагматичным складом ума и общим здравомыслием. Он, в отличие от Бенса, едва поняв, что начинается дождь, не только укрылся, но и перетащил на сухой столик тарелки с недоеденным завтраком и кружки с кофе. И о себе позаботился, и о друге, за что Бенс его от души поблагодарил. Он устроился рядом. Кроме них под навесом никого не было. Сделал глоток остывшего кофе и посмотрел на улицу, которая под дождем казалась особенно унылой. Дождь умыл асфальт, ненадолго придавая ему блеск утренней свежести, и сделал отчетливым валяющийся повсюду мусор. Пакеты, упаковки, стаканы из-под кофе, шприцы, обрывки одежды и даже обломки мебели. Все, что становилось ненужным, но по каким-то причинам не добиралось до мусорных баков, валялось на мостовой и тротуарах в ожидании уборщиков. «Грязно», — буркнул Бенс. «Сколько лет ты не снимал очки?» — невнятно поинтересовался жующий сэндвич Макар. «Каждый день снимаю и вижу все это. Только тебе забывал сказать». «Мне говорить бессмысленно. График работы роботов-уборщиков устанавливает муниципалитет. А если я его нарушу, будет перерасход энергии. Прилетит взыскание, и хорошо, если не вычтут стоимость электричества из моей зарплаты». Расходы департамента благоприятной среды рассчитывались автоматически, как и расходы всех других департаментов. Учет велся в режиме реального времени, и даже штрафы назначались автоматически. И разбираться, почему допущен перерасход, нейросеть не станет, этому ее не учили. «И какой теперь график?» — поинтересовался Бенс, глядя на вылезшую на тротуар крысу. «Интересно, что они жрут при нынешней стоимости продуктов? Сейчас мало кто позволяет себе выбрасывать еду». «Убираемся раз в неделю». «Не слишком часто?» «Ха-ха-ха». Макар закончил с сэндвичем и тоже глотнул кофе. Крыса лениво обнюхала выброшенный кроссовок и вернулась в подвал. Крысы должны жить в Сити. Там помойки лучше. «Из-за экономии?» «Из-за нее тоже», — подтвердил Макар. «А что еще может быть?» — спросил Бенс, думая о том, что крыса не выглядела тощей. «Электричество в прошлом квартале подорожало на 5%, да и сами роботы денег стоят. Вот муниципалитет и решил уменьшить расходы на энергию и амортизацию». «Я ведь не зря спросил, как давно ты снимал очки». «Я думал, ты пошутил». «Почти пошутил». В кружке остался последний глоток кофе, и Макар решил приберечь его напоследок. «Когда сектор построили, улицы убирали каждое утро. Потом раз в 2 дня, в 3 дня, сейчас раз в неделю. Во-первых, экономия, конечно, с этим никто не спорит, но есть и во-вторых, психология. Когда видишь такую грязь, не хочется снимать очки даже на разрешенное время». Дополненная реальность мусор игнорировала, и надписи на стенах, и разбитые окна, и неработающие по ночам фонари. Дополненная реальность придавала окружающему пространству красоту, что позволяло департаменту благоприятной среды постоянно снижать расходы. Кроме того, закон предписывал носить AV-очки не менее 12 часов в день, и за соблюдением этого правила следил 4-й департамент. Вживленный чип четко фиксировал и время сна, и время подключения очков. При несоблюдении правила следовал штраф. За повторное нарушение можно было оказаться в списке неблагонадежных. Объяснения нейросеть не интересовали, ее этому не учили. Посмотрят они на окружающую действительность, плюнут и купят более удобные очки и будут даже спать в яркости. «Не слишком ли ты умный для своей должности?» Макар вздрогнул. Такой вопрос из уст контролера департамента социального согласия мог напугать кого угодно, но через мгновение понял, что Бенс шутит, и ответил: «Умный ровно настолько, чтобы служить контролером». «И только по благоприятной среде». «Именно». Мужчины рассмеялись, после чего Бенс заметил: «Но ты прав». «Ты тоже», — в тон ему ответил Макар. «А я в чем?» «Надо меньше думать и больше работать». «С таким подходом ты однажды проснешься ливером». Ливер от английского live — жить. Сленговое обозначение жителей городов. «Однажды мы все проснемся ливером, друг мой, после выхода на пенсию». «До пенсии еще дожить надо». «Поверь, годы пролетят быстрее, чем ты думаешь». «В этом ты прав», — помолчав, согласился Бенс и залпом допил кофе. Тем временем дождь прекратился, так же неожиданно, как начался. Тучи разошлись, и полоска неба, что виднелась из колодца 1923, стала очень светлой. Люди покинули укрытие, навесы и заведения и отправились по своим делам. Именно по делам,
В народных секторах мало кто мог себе позволить бесцельно прогуляться по улице, наслаждаясь принесенной дождем свежестью. Но только Бенс подумал, что пора прощаться, как справа послышались громкие крики. В соседнем уличном кафе двое мужчин затеяли выяснение отношений. Причина конфликта осталась за кадром. Может, кто-то кого-то толкнул и не извинился, может, опрокинул кофе, может, кто-то кого-то обманул, неважно. Важно то, что мускулистый блондин с размаху заехал плотному брюнету в ухо, однако одним ударом исход поединка не решил. Брюнет устоял и ответил отработанной двойкой в голову в корпус. Кто-то впечатлительный взвизгнул, кто-то из зрителей оглушительно свистнул, подбодрив то ли одного, то ли обоих драчунов. Остальные взирали на происходящее молча. Блондин схватил стул и почти дотянулся до противника, но брюнет ушел в последний момент и отточенным движением нанес встречный удар правой. Блондин отшатнулся и отступил, тяжело пыхтя и опираясь на стул, как на роллатор. Короткое сражение потребовало от него колоссальных физических усилий и полностью вымотало. Толстяк с огромным удовольствием использовал бы стул по прямому назначению, чтобы посидеть минут 20, но опасался низенького щуплого брюнета, который осторожно ходил вокруг, опасаясь получить по голове стулом, точнее прикидывая, сможет ли тяжело дышащий блондин поднять стул. «Люблю смотреть на такие сражения без очков», — прокомментировал Макар. «Зрелище не для слабонервных». В дополненной реальности многие, да не многие, а почти все ливеры предпочитали использовать оболочки, представляя себя чуть более подтянутыми, высокими и молодыми, чем на самом деле. Постепенно оболочки настолько плотно вошли в повседневную жизнь, что смотреть на людей без очков стало считаться неприличным. «Будешь разбираться?» «Идти далеко», — хмыкнул Бенс. Макар оценил шутку. До соседнего заведения было меньше 20 шагов, и вежливо посмеялся. «Не хочу возиться. К тому же дрон уже на месте». О начале драки сообщил не только владелец заведения, но и все находящиеся поблизости граждане. 3 счастливчикам, успевшим первым донести о совершении противоправных действий, полагалась премия в размере 10% ББД, поэтому дрон Департамента социального согласия прибыл на место происшествия очень быстро. В тот самый миг, когда блондин тяжело оперся на стул, а брюнет принялся опасливо приближаться к нему слева. Дрон завис между ними и металлическим голосом провозгласил: «Благодарю за сотрудничество», обращаясь и к доносчикам, и к нарушителям спокойствия. Выдержал короткую паузу, оценивая обстановку и обрабатывая информацию от нейросети кафе, после чего продолжил. Повреждений общественного имущества — 0. Повреждений частного имущества — 0. Нарушение общественного порядка, административный штраф без занесения в личное дело, требование заведения о возмещении упущенной выгоды удовлетворить. Данные драчунов дрон считал с вживленных чипов. Наказание определил согласно нормам прецедентного права, размер упущенной выгоды рассчитал на основании статистических данных за последний год. Согласно уложению об административных правонарушениях, апелляция на наложенное взыскание невозможна. Несогласие с наложенным взысканием автоматически переводит рассмотрение правонарушения из административного кодекса в уголовный. Вам понятны ваши права? «Да», — уныло ответил блондин. «Да», — вздохнул брюнет. «Вы признаете себя виновными в совершении административного правонарушения?» «Да». «Штрафы и взыскания списаны с ваших счетов. Хорошего дня». Дрон улетел. Брюнет громко выругался и медленно побрел вверх по улице. Блондин уселся на стул, облокотился на столик и жестом показал официанту, что хочет пить. В дополненной реальности он вальяжно откинулся на спинку стула и с небрежной улыбкой победившего льва таращился в спину удаляющемуся врагу. Когда EV-очки плотно вошли в тему, а оболочки стали настолько качественными, что не считывались стандартными дешифраторами, грабители начали использовать их во время налетов, рассказал Бенс, задумчиво глядя на мускулистого блондина. Первый крик «не двигаться», второй «кто снимет очки, убьем». «Но ведь это глупо», — нахмурился Макар. «Оболочки видны только через EV-очки, а следящие видеокамеры снимают настоящее, то есть то, что происходит в реальности». «Поэтому грабителей брали в течение часа», — усмехнулся Бенс. «Почти полгода показатели раскрываемости зашкаливали за все разумные пределы, пока до этих придурков не дошло, что к чему». «Глупо», — оценил Макар. «Они в принципе тупые». «Грабители?» «И они тоже», — подтвердил Бенс.
Но Макар понял, что приятель хотел сказать короткой паузой и вздохнул. «Это не глупость, а тщеславие. Они хотят выглядеть лучше, чем есть. Достаточно снять очки, чтобы увидеть их такими, какие они есть, без оболочек. Поэтому ливеры все реже снимают очки. И Ви настолько привлекательна, что скоро даже штрафы за недостаточное ношение очков можно будет отменять». Макар помолчал. «Психология. Лучше быть там, где чисто на улицах, светло по ночам, ты энергичен и подтянут, несмотря на то, что в жизни не заглядывал в спортзал. Твоя квартира больше 100 квадратных метров». «Не продолжай, а то я навеки уйду в яркость», — рассмеялся Макар и нахлобучил на голову бейсболку. «Поеду работать. Роботы обнаружили в 7-й развязке какие-то траблы и просят посмотреть лично». От английского «трабл» — неприятность. В ведении Департамента благоприятной среды находились не только уборка улиц, но канализация, водопровод и прочие коммунальные услуги, за исключением электричества и связи. Специфика службы заставляла Макара передвигаться по сектору на небольшом фургоне, набитом инструментами и запчастями, которые могут понадобиться настолько срочно, что даже стремительный дрон не успеет привезти их со склада достаточно быстро. А вот Бенс предпочитал мощный мотоцикл, маневренный и быстрый, идеально подходящий для заполненных транспортом улиц. «У меня тоже». Бенс прочитал пришедшее сообщение и коротко выругался. «Траблы». «Что-то серьезное?» «Трупы». «В первый раз, что ли?» Макару доводилось вытаскивать мертвецов из канализации, в том числе вместе с Бенсом, вот и удивился озабоченности приятеля. «Что не так?» «Такие трупы в первый», — ответил Бенс, усаживаясь в седло мотоцикла. «Во всяком случае, на моей памяти». Яркость. Пространство, которое в начале 21 века называли метавселенной. Не дополняющее существующий мир, но создающее собственный, полностью виртуальный. Слишком невероятный, чтобы казаться настоящим. Слишком настоящий, чтобы казаться фальшивым. Яркость — это мир, который можно ощутить абсолютно. Уловить аромат жарящегося мяса и увидеть его шипящее на гриле, истекающее соком. Можно протянуть руку и обжечься, а сам кусок или раскаленную решетку. Можно пробежаться по набережной и почувствовать усталость. Можно заняться любовью, причем где угодно, в спальне, на берегу океана, на крыше небоскреба, и пережить все волнующие ощущения. Можно все, ну или почти все. Скептики утверждают, что метавселенные — иллюзия, что все пережитое в яркости — ложь, ведь ты не покидаешь квартиру, а эффект присутствия обеспечивает вживленная под кожу паутина. Тончайшая сеть, управляемая вживленным чипом и напрямую воздействующая на нервные окончания. Но какая разница, если иллюзия настолько реальна, что кажется пережитой? И просыпаясь в своей кровати, ты пребываешь в абсолютной уверенности, что провел ночь на берегу океана, под яркими звездами, слушая шум прибоя, задыхаясь от страсти. Ты там был, ты это пережил, и ты привык принимать это настоящим. Все привыкли. Что же касается Шанти, ей привыкать не требовалось. Она всю свою жизнь работала с цифрой и в цифре. И выбор этот был осознанным. Маленькой Шанти быстро надоели предложенные в онлайн-школе кубики, из которых можно было собрать нечто стандартное, такое же, как у всех, с отличиями лишь в дизайне. Это называлось уникальностью. И она попыталась создать что-то свое. Попытка была замечена, и нейросеть рекомендовала обратить на одаренную девочку внимание. Контролер департамента образования внимание обратил и предложил пройти драконовский экзамен, выдержав который Шанти поступила в школу. В настоящую, с очными занятиями, которые вели настоящие преподаватели. В школу, в которой готовили необходимых цивилизации специалистов, инженеров, конструкторов, проектировщиков, технологов, ремонтников и в том числе контролеров. 5 лет в школе первой ступени, затем 5 лет в высшей, и когда Шанти исполнилось 18, она, ставшая первой студенткой выпуска, поступила на службу в 4-й департамент, в 23 получила должность контролера и уже 2 года работала в 19-23, и была уверена, что это не предел. Шанти мечтала проектировать виртуальные миры, не обслуживать существующие, а создавать новые, но понимала, что за красивые глаза в команду проектировщиков не возьмут, нужен серьезный опыт, в том числе опыт полевой работы в существующих метавселенных, и потому девушка много времени проводила в яркости. При этом она не только занималась своими делами, но и внимательно изучала структуру цифрового пространства, подмечая и достоинства,
и недостатки. И не сомневаюсь, что однажды заметки ей пригодятся, возможно, когда она будет представлять инвесторам концепцию собственной метавселенной. Почему нет? Шанти была уверена, что однажды ей станет это по силам, и улыбалась при мысли, что в цифре осталось не так уж много тайн, которые она не познала. Улыбалась, потому что не сомневалась. Познает. Обязательно познает все тайны цифры. Но, может быть, за исключением одной, которую придумала для себя сама, над которой размышляла всегда, когда хотелось подумать о чем-то важном, загадочном, но неразрешимом. Над вопросом, где я отражаюсь, когда, находясь в метавселенной, смотрю на себя в зеркало. Где оказывается отражение, рожденное в цифре, и откуда оно приходит? Что прячется с той стороны холодного стекла? Эти вопросы задают все дети, или себе, или родителям. Что находится по ту сторону стекла? Одним хватает короткого ответа. Ничего, это просто особое стекло. Другие начинают расспрашивать, что делает стекло особенным, а третьи начинают придумывать находящийся по ту сторону мир. Что изменилось, когда холодное стекло стало цифровым? Как узнать, что прячется в зеркалах метавселенной? Другая метавселенная? Как изменит цифра, став собственным отражением? Вот и сейчас, стоя перед большим ростовым зеркалом в одном из клубов яркости, Шанти не столько разглядывала себя, сколько размышляла над привычным вопросом, пытаясь разобраться, где находится девушка, которую она видит. Со стороны могло показаться, что Шанти просто-напросто без ума от себя. Однако это не было правдой. Девушке не особенно нравилось то, что она видит в зеркале. Точнее, нравилось, но частично. Смуглая, невысокая, Шанти дышала энергией. В каждом движении, в блеске больших черных глаз, в улыбке. А девушка часто улыбалась, и улыбка ее была приятной. Во всем чувствовалась живая, бурлящая сила. Яркая, дерзкая и азартная. Выпуклый лоб, аккуратный носик, изящной формы губы, маленький подбородок, прямые черные волосы, подстриженные коротким, едва доходящим до плеч каре. На это Шанти смотрела с удовольствием. А вот фигура ей не нравилась, слишком округлая. Хотя сейчас, благодаря постоянным тренировкам, девушка держала себя в великолепной форме, и тугие спортивные округлости вызывали у Шанти гордость за то, что она способна удержать их в узде, у многих женщин зависть, а у большинства мужчин вожделение. Особенно самцов привлекала красивая грудь 5-го размера, которую Шанти не считала нужным скрывать ни в реальности, ни в метавселенной, и потому давно привыкла, что в глаза ей начинают смотреть во вторую очередь. «Любуешься новой оболочкой? Я бы тоже полюбовался». «Нравится?» «Очень. Тогда любуйся». Она не стала говорить, что оболочка для яркости в точности копирует ее внешний вид, без ретуши, но с поправкой на оцифровку. «Можно?» — удивился юноша. «Разве я могу тебе запретить?» «Некоторые запрещают». «Поэтому ты спрашиваешь?» «Закон о домогательстве действует и в реальности, и в яркости». Первый взгляд бесплатно. За второй, если объект сочтет себя оскорбленной, может последовать драконовский штраф или административный арест. В случае повторной жалобы дело будет рассматривать судебная нейросеть по уголовным делам, возможно, принудительное психиатрическое лечение. И AV-очки не помогали. Наоборот, снятая с них информация позволяла с точностью до миллиметра определить, куда смотрел подозреваемый, и так вычислять наблюдателей-рецидивистов, преступников, любящих смотреть на женщин. «Смотри, сколько захочется». «Спасибо». Юноша явно приободрился. «Я тебя здесь раньше не видел». «В яркости много жителей». «Это верно», — он смущенно улыбнулся. «Чем занимаешься?» В отличие от остальных контролеров, Шанти никогда не общалась с ливерами оффлайн, только через нейросеть. Поэтому в лицо ее мало кто знал, и девушка могла представляться кем угодно. «Я путешествую по метавселенным». «Так и знал, что ты не из яркости», — улыбнулся юноша и протянул руку. «Меня зовут Миша». «Очень приятно, Миша. Чем занимаешься ты?» «Я художник». «Ого», — не сдержалась девушка. «Что-то не так?» Кажется, молодой человек слегка обиделся, а поскольку огорчать его Шанти не собиралась, то приняла наивный и одновременно чуточку восторженный вид и, немного смущаясь, ответила. «Я никогда не знакомилась с художниками вот так запросто, в холле клуба, только на вернисажах или выставках. Они, то есть, вы не такие, как все, всегда в своем творчестве, часто смотрите так, будто продумываете новый шедевр. Вы, наверное, этого не замечаете, но мы, обычные люди, очень хорошо это чувствуем». Улыбка подействовала. Настороженность исчезла, Миша слегка расслабился и вернулся к прежнему тону, и шепотом признался.
«Я не очень известный художник». «Неважно», — также шепотом ответила Шанти. «Главное, ты творишь. Ты создаешь образы, которые остаются в памяти, заставляют задуматься. Ты пишешь картины, которые не сможет создать никто, кроме тебя, ведь каждый художник уникален». «Пожалуй». Судя по появившейся в голосе растерянности, до сих пор Мишу никто особо не хвалил, тем более за картины. «Покажешь свои работы?» «В клубе нельзя», — вздохнул Миша. «Владельцы запрещают». «И на улице нельзя», — припомнила Шанти. «По закону это будет называться рекламной акцией». «Поедем ко мне в мастерскую». «Поедем», — кивнула девушка. «У меня есть перемещалка». «Здорово, а то я без машины». Путешествовать по яркости можно было 3 способами. Пешком, симулируя естественное движение, бесплатно наслаждаясь цифровыми просторами. На машине или другом транспорте, платно наслаждаясь цифровыми просторами. Либо с помощью особого устройства перемещения, очень дорого, мгновенно. «Назови координаты». Я их тебе скинул. «Вижу». Шанти ввела координаты в перемещалку, и их цифровые копии перенеслись в другое место. Стены клуба, мебель, потолок, посетители. Все вокруг на мгновение потеряло четкость, словно оказалось за окном, по которому хлещет сильный ливень, а затем неожиданно сменилось большим, наполненным ярким солнечным светом помещением, в центре которого стоял мольберт с недописанной картиной. «Моя студия». «А здесь хорошо», — оценила Шанти, и не покривила душой. Миша, очевидно, не был богат, однако студию ему сверстали лучшие дизайнеры сети, создавшие великолепное, идеальное для творчества пространство, манящее взяться за кисть. «Спасибо». Миша улыбнулся и взмахнул рукой, превращая одну из стен в музейную, цвет и подсветка которой менялись в зависимости от появляющихся на ней работ. «Это моя первая, еще совсем ученическая, но я всегда начинаю показ с нее, чтобы был виден прогресс». Перед музейной стеной выросли удобнейшие кресла, в которых девушка и художник немедленно расположились. А когда устроились, стена стала двигаться так, чтобы каждая картина оказывалась на идеальном для восприятия расстоянии. Первая работа, как и предупредил автор, оказалась ученической, немного наивной и даже робкой, но каждое последующее полотно становилось все глубже и глубже, а их калейдоскоп завораживал, затягивая зрителей в водоворот фантазий молодого художника. «У тебя есть дар», — тихо сказала Шанти. «Но этого мало», — вздохнул Миша, не отрывая взгляд от появившейся на стене работы. «У тебя есть дар, и ты стараешься, это очень много. Однажды о тебе заговорят». «И тогда ты снова придешь ко мне?» «Как ты узнал, что я собираюсь уходить?» «У меня есть дар, ты сама так сказала», — грустно улыбнулся художник. «У тебя есть дар писать картины». «Чтобы писать, нужно чувствовать, очень тонко чувствовать. Иначе получается не картина, а фотообои». Шанти хотела не согласиться, но в последний момент передумала и коротко кивнула, показав, что Миша прав, и что она его поняла. «Мы еще увидимся?» «Однажды». «Когда я стану знаменитым?» «Разве это плохо?» «Зачем ты приходила?» «Сказать, что ты станешь знаменитым». «Ты очень хорошая». Миша протянул руку и коснулся плеча Шанти, виртуальными пальцами виртуального плеча. Живым, чувственным прикосновением. «Я буду ждать». Шанти сняла очки, воспользовавшись самым простым способом выйти из яркости, и машинально прикусила кончик дужки. Она всегда так делала, когда задумывалась. «Интересный мальчик», — прошелестела на ухо Белла, рабочая нейросеть контролера. «Но не тот, кто мне нужен», — грубовато отозвалась Шанти. «Уверена? Чем он сейчас занимается? А как ты думаешь? То есть ты не знаешь? Рисует картину. Пишет», — поправила ее Шанти. «Что?» — не поняла Белла. «Картины пишут, а не рисуют». «Это принципиально?» «Да». «Твой мальчик пишет картину, новую, и, кажется, ты будешь главной героиней. Центральным образом. Это принципиально?» Шанти не ответила, погрызла дужку, затем внимательно оглядела ее, убедилась, что серьезных повреждений нет, но рисковать не стала и погрызла другую дужку. Затем распорядилась. «Покажи мне его». «В яркости?» «Нет, в реале. 1 минуту». Закон о праве на личное пространство провозглашал неприкосновенность жилища и прямо запрещал и четвертому, и Департаменту социального согласия устанавливать видеокамеры и наблюдать за частными помещениями с помощью дронов без решения суда. Однако другой закон о противодействии терроризму давал и четвертому департаменту и соцсогласию право на оперативный доступ к любым электронным устройствам.
Поэтому формально нарушения гражданских свобод Михаила Ефремовича Шишкина не произошло. Белла подключилась к видеокамере настенного монитора, перенаправила картинку в оперативную базу отделения 4-го департамента по сектору 1923, и Шанти увидела стандартную 12-метровую капсулу и лежащего на кровати юношу, одетого в короткие тренировочные штаны и застиранную майку. Как и Шанти, Миша не приукрашал оболочку, поэтому от того Миши, с которым Шанти только что провела время, реальный человек отличался исключительно одеждой и тем, что верхнюю часть его лица закрывали мощные AV-очки. Как у него со средствами? Последние полгода сидит только на ББД. Все полученное наследство он потратил на студию. Купи у него 2 эти работы. Шанти сбросила Белли изображение понравившихся картин. Заплатив 2 от цены, распространи слух, что неизвестный богатый коллекционер отыскал в 1923 новую звезду. Хочу, чтобы о нем заговорили. Купить инкогнито? Средства взять с твоего личного счета? Разумеется и разумеется. Сделано. Спасибо. Шанти вновь покусала дужку очков. Скажи, ты ведь не думаешь, что этот мальчик убийца и террорист? Нет, пожалуй. Вот и я думаю, что нет. Тем не менее, согласно цифровым следам, именно этот хрупкий мальчик, чье прикосновение до сих пор вызывало у Шанти легкие чувственные волны, убил этой ночью 4 человек. Опознание затягивается, поскольку на жертвах не обнаружены AV-очки и какие-либо иные личные коммуникационные устройства. Вживленные чипы удалены. «Но зачем?» — удивился Бенс. «Анализ ДНК даст нам всю информацию». «Может, преступники хотели выиграть время?» — предположил Рик. 20 минут? Они мертвы уже несколько часов, а без чипов и коммуникационных устройств? Их тела невозможно найти». Бенс оглядел высокий забор, огораживающий строящийся небоскреб. Даже если их искали. «Именно», — Рик помолчал. «Ты их узнаешь?» «Что тут узнавать?» Бенс еще раз оглядел 4 окровавленных шлепка, все, что осталось от 4 человек. Удивился, что их не унесло далеко от небоскреба, и поинтересовался. «Мы знаем, откуда они прилетели?» «С небоскреба Зульфия. Он же недостроен. Вряд ли они собирались в нем жить». «Ты научился шутить?» «Нет, просто ответил». Пауза. «На крыше есть обзорная площадка», — продолжил Рик и перенаправил Бенсу трансляцию с посланного на самый верх дрона. Один из оконных блоков открывается, и, судя по расположению тел, их выкинули из него. «Живыми или мертвыми? Есть разница?» — осведомился Рик. «Результат ведь один». «Поверь, разница огромна», — ответил Бенс. «Если выкинули живыми, возникает вопрос, это наказание или предупреждение?» Ответа у Рика не было. «Бестолочь», — проворчал Бенс. Однако вывести Рика из себя не сумел. Никогда не получалось. Психологи департамента рекомендовали контролерам и всем остальным сотрудникам в обязательном порядке давать рабочим нейросетям имена личные, что якобы благотворно влияло на установление качественного микроклимата в команде и, как следствие, приводило к улучшению рабочих показателей. Это предписание психологов стало единственным за всю историю, которое контролеры восприняли с энтузиазмом и принялись развлекаться кто во что горазд, в результате чего рабочие нейросети Департамента социального согласия получили имена собственные: балбес, придурок, дерево, дегенерат, сучка, эй ты, и это еще не самые яркие образчики творческой самодеятельности сотрудников. Начальство, надо отдать должное, быстро осознало ошибку. Приказ о самочинном поименовании отозвали, а нейросети стали называть при создании, на усмотрение дежурной смены. В результате Бенсу достался Рик, не самый плохой вариант, если честно, а главное короткий, что было весьма удобно в наиболее динамичные моменты работы полевого сотрудника соцсогласия. В лаборатории закончили анализ ДНК. Удиви меня. Скорее огорчу. Тот шлепок, костюм которого выглядит дороже, это Зулькарнаен Бакир, один из 4 эмиров северян. Твою мать! На это замечание Рик научился отвечать едва ли не в первый день. У меня ее никогда не было. Северяне знают? Судя по активности в сети, нет. Но я фиксирую частые вызовы на номера всех 4. С ними хотят связаться. Значит, скоро узнают. Бенс набрал номер Шанти. «Привет. У меня тут большая проблема на 4 пластиковых мешка, и нужна твоя помощь. Проследи, пожалуйста, путь убитых к месту преступления». «Привет». Шанти показалась Бенсу задумчивой. «Я уже посмотрела». «И?» «Мне нужно еще время». «Не понял», — насторожился Бенс.
Что не так? Есть странные моменты. Тон девушки не оставлял сомнений в том, что она не хочет развивать тему. Я перепроверю полученные результаты и перезвоню. «Но у меня расследование», — растерялся Бенс. «И я с минуты на минуту жду приятелей дохлого гангстера». А у меня инвентаризация. Шанти отключилась. Бенс выругался. А заканчивая очередное сложно подчиненное предложение, услышал тихий голос Рика. Вас вызывают приятели дохлого гангстера. «Почему через тебя?» Потому что ты не обратил внимания на 3 вызова подряд. «Ага». Бенс наконец-то разглядел на рабочей панели отметки о пропущенных, открыл перенаправленный от Рика вызов, увидел просьбу разрешить вид-доступ к месту преступления. По правилам его закрыли не только для оффлайновых, но и для онлайновых зевак, и выдал разрешение. Вид-доступ. Возможность присутствия в каком-либо месте дополненной реальности в виде виртуального аватара. Запрос вытек из очков и превратился в Азима Лахуда, самого молодого эмира армии Севера. Несколько мгновений Азим смотрел на Бенса, но любезничать не стал, демонстративно перевел взгляд на тела, показав, что прибыл по делу, чем, разумеется, изрядно разозлил контролера. «Ты ведь понимаешь, что я могу вышвырнуть тебя и отсюда, и из сети?» — поинтересовался Бенс, разглядывая виртуальную копию известного бандита. «Не навсегда», — ответил Лахуд. «Я могу выкинуть тебя на месяц, а если попрошу контролера 4, то ты на год превратишься в голосовые сообщения. Хочешь так?» «Тебе нужно уважение?» «Достаточно обычной вежливости». Эмир Северян выпрямился и с улыбкой посмотрел на контролера. «Доброе утро, Бенс». «Доброе утро, Азим». «Что здесь произошло?» «Идет расследование. О результатах ты узнаешь первым», — пообещал Бенс. «А пока скажи, Зулькарнайн в последнее время не говорил, что ему все надоело и хочется прыгнуть с крыши?» «Не смешно». «Да какой уж тут смех». Бенс посмотрел, как робокоронеры аккуратно сгребают в пластиковые мешки остатки гангстеров. «Все, что я знаю сейчас, ни в одном из них не застряли пули». «В них не стреляли?» — удивился Азим. «Поэтому я и уточнил насчет депрессии». Повторять, что шутка не смешная, эмир Северян не стал, помолчал и сообщил. Шейх в ярости. Впрочем, не удивил. «Я понимаю». Он считает, что Зулькарнайна убили южане и начал планировать месть. «Или у вас началась борьба за власть», — задумчиво протянул Бенс. «Сколько лет шейху, да продлит Аллах его годы?» «Шейху много лет, да продлит их Аллах, но он крепко держит бразды правления», — твердо ответил Азим. И впервые посмотрел Бенсу в глаза. «Линия закрыта?» «Абсолютно», — подтвердил контролер. «На месте преступления нас никто не услышит». «Боюсь, уже ничего не сделаешь», — вздохнул Азим. Зулькарнайн был одним из самых спокойных эмиров армии, никогда не проявлял ненужной агрессии или жестокости и не особенно обижал ливеров. У него не было врагов, кроме южан. К тому же никто, кроме них, не смог бы убрать эмира и его охрану. Ты снял информацию с чипов? Убийцы забрали чипы и все устройства. Иначе вы нашли бы тела еще ночью. Ночью вряд ли. А вот в 9 Зулькарнайн должен был быть у шейха. «Я тоже кое-что скажу», — медленно произнес Бенс. «А верить или нет, решай сам». Так вот, убийца так хорошо замел цифровой след, что контролер 4-го департамента до сих пор не может сказать ничего внятного. У южан таких специалистов нет. «Это не доказательство», — пожал плечами Азим. «Это предположения, причем весьма зыбкие». «Что для тебя зыбкость?» «Это когда идешь по болоту, и земля под тобой колышется», — уточнил Женя. «И каждый шаг способен затащить в трясину. Ты не знаешь, провалишься или нет. А если провалишься, то успеют ли тебе помочь? Ты идешь и ощущаешь зыбкость». Ответ сильно удивил Глорию и заставил внимательно посмотреть на молодого мужчину. «Тебе доводилось ходить по болоту?» «По-настоящему?» — помолчав, уточнил Женя. «Меня интересует только настоящее». «Не доводилось». «Спасибо, что ответил честно». «Я никогда не выезжал из Швабурга, путешествовал только в другие секторы и сити». Он выдержал паузу и уточнил. «По-настоящему». Глория улыбнулась. Они увидели друг друга в яркости, но это не имело значения. Они увидели друг друга. Глория прогуливалась по набережной и остановилась у открытого танцевального зала, открытого для всех желающих. Никаких записей. Играл живой оркестр, и пары то кружились под вальс, то сливались в чувственном танго,
то задорно веселились под самбу и ча-ча-ча. Глория не планировала присоединяться, но в какой-то момент поняла, что стала объектом пристального внимания. Повернулась и увидела его. Высокого, стройного, очень складного. С непослушной гривой черных волос, уверенного в себе. «Вы понимаете в танце, это видно по вашему взгляду». Смотрела видео. Вы прекрасно двигаетесь и машинально постукиваете пальцами в такт музыки и ни разу не ошиблись. Вы за мной следили? Как только увидел. Не боитесь, что я обвиню вас в домогательстве? Давайте лучше потанцуем. То ли не боится обвинений, то ли плевать. И стало невозможно уступить. Я люблю танцевать мелонгу. Это следующий танец. Откуда вы знаете? Оркестр угадывает мысли танцующих, а моя мысль самая яркая. Он подал Глории руку. Позвольте вас пригласить. И они закружились на паркете. Закружились страстно, как нужно танцевать мелонгу, и технично. Чувствуя друг друга абсолютно и не ошибаясь в движениях. Закружились так, что Глория увлеклась, почувствовала себя свободной и даже немного счастливой. Не потеряла голову, но призналась себе, что ей очень не хватало настоящего, уносящего прочь танца. Давно не хватало. За мелонгой последовал классический вальс, потом аргентинское танго, а потом Глория сказала, что хочет отдохнуть, и они расположились за столиком кафе, в шаге от воды, с бокалами легкого белого вина, освещенные только крохотной свечой и россыпью звезд, не слыша гуляющих по набережной людей, убрав из восприятия свет уличных фонарей, вывесок и рекламы. Расположились так, как получается только в яркости. И там, наслаждаясь запахом моря, который приносил с собой едва заметный ветерок, Глория подумала о зыбкости всего, что их окружает. «Откуда ты знаешь о болоте?» «Яркость много больше Швабурга», — улыбнулся он в ответ. «Извини, не подумала». Она сделала глоток вина. «Обычные люди ходят в яркость не для того, чтобы бродить по болотам». «Значит, я не совсем обычный», — Женя помолчал. «Я хожу в лес, горы, джунгли, и в том числе на болото. Мне интересно». «Но ты там не зарабатываешь?» «Еще как зарабатываю», — оживился молодой человек. «Я устраиваю туры в заповедные места, в симуляцию дикой природы, рассказываю о растениях, о животных, об их повадках, показываю, как выживали наши предки в гармонии с тем, что их окружало. Людям нравится ходить со мной, и они готовы за это платить». Глория поймала себя на мысли, что если услышит предложение принять участие в платном туре, красавчика придется убить. Не в яркости, в реальности, за то, что испоганил чудный вечер. Но Женя оказался лучше, чем она предположила. «Так что я в порядке». «Но вряд ли зарабатываешь много». Ее не интересовали его финансы, ей хотелось понять его отношение к жизни. «Мне хватает того, что есть. Моя квартира в яркости мало чем отличается от настоящей, разве что чуть больше. Я не вижу необходимости гоняться за модными футболками или вешать на виртуальные стены виртуальные картины известных мастеров. Уникальные, с подтвержденным авторством и выпущенные ограниченной серией, но виртуальные. Моя оболочка полностью копирует мой внешний вид, поэтому она бесплатна. Мне не нужна машина для яркости, ведь машина тоже не настоящая. Погоди». Он на мгновение задумался и внимательно посмотрел на девушку. «Ты это имела в виду? Эту зыбкость?» «Мне нравится, когда меня понимают», — тихо ответила Глория. «Пусть и не сразу». «Неважно». Она пошевелила пальцами, словно помогая себе подобрать нужные слова. «С тобой приятно общаться, Женя. Ты не пользуешься миром, а пытаешься его познать». И тут он вновь ее удивил. «Яркость бессмысленно познавать», — рассудительно произнес молодой человек. «Она искусственная, а значит ограничена воображением и способностями создателей. Рано или поздно ее можно прочитать полностью, и она станет неинтересной». «А настоящий мир?» «Настоящий мир непознаваем по умолчанию. Он переполнен загадками, и каждый новый ответ порождает множество новых вопросов. А за каждой открытой дверью таится коридор с десятками новых дверей. Настоящий мир бесконечен». «Откуда ты знаешь?» «Его исследовали тысячи лет, и этому процессу не видно конца». «Ты бы хотел его исследовать?» «Мне по карману только яркость». Яркость и Швабург, или другая агломерация. Таков беспощадный протокол глобального экологического ренессанса. Людям предназначены города. «Где ты учился?» «Я много читал». Она помолчала, а затем неожиданно обернулась и посмотрела на гуляющих по набережной, на толпу, гомон которой они не слышали,
и машинально на колоссальный шпиль Швабелт. В яркости этот небоскреб небоскребов выглядел намного эффектнее, чем в реальности. Его верхнюю половину никогда не закрывали облака. «Напрасно я с тобой заговорила». «Почему?» — удивился Женя. «Теперь я начинаю видеть в них людей». «А кого ты видела раньше?» «Ливеров». И не позволив молодому человеку ответить, продолжила. «Да, зыбкость — это не о болоте. Зыбкость о мире, который им так полюбился». «Нас заставили его полюбить», — очень тихо уточнил Женя. «Скорее уговорили», — поправила молодого человека Глория. «Никакого принуждения, лишь демонстрация приятного удобства». «Да, мир агломераций очень комфортный». ББД не дает умереть от голода и позволяет иметь крышу над головой. Бесконечная яркость открывает простор для самовыражения. Можно заняться творчеством, можно бизнесом, можно придумывать, изучать, конструировать, а можно вообще ни о чем не думать, даже о будущем, и просто наслаждаться вечным сейчас. Заботясь лишь о том, чтобы на виртуальной стене роскошной виртуальной квартиры висела оригинальная цифровая копия модной картины, виртуальной. Яркость огромна, а если она надоест, есть другие метавселенные. В этом смысле наш мир бесконечен. И зыбок. Как песок. Как замок на песке. Как замок на зыбучем песке. Женя покрутил в ненастоящей руке ненастоящий бокал с ненастоящим вином и поставил его на ненастоящий столик, который можно снести одним движением пальца. «Именно так», — грустно подтвердила девушка. «Земля, моря, горы, вся планета, Луна, Меркурий, пояс астероидов. Все настоящее вечно. Если мы исчезнем, они останутся. Метавселенные же принадлежат людям, а у людей есть интересы, и если завтра их интересы потребуют уничтожить яркость и другие метавселенные, полностью уничтожить вместе со всеми цифровыми картинами, подтвержденными футболками и роскошными дворцами, которые тут понастроили, они уничтожат их, не задумываясь. Зыбкость — это люди». Глория поднялась. Женя понял, что она уходит, и грустно спросил. «Мы еще увидимся?» «Возможно, однажды, когда-нибудь». «Я буду ждать». «Зачем?» «С тобой интересно говорить». «Это достойная причина», — согласилась Глория, глядя Жене в глаза. «Достойная чего?» «Достойная, чтобы дождаться». Он проводил ее взглядом, улыбнулся и снял очки. Платить за отдельный столик и вино не требовалось. Нужную сумму, включая чаевые, уже списали с его криптовалютного счета. А когда посетители исчезли, столик растаял, осталось лишь море. Не настоящее, но очень красивое. Сняв очки, Женя оказался в своей квартире. В той, которая поменьше, в настоящей. 112-й этаж дома, стоящего на берегу реки. До соседнего небоскреба больше 100 метров. Вид был много лучше стандартного, поэтому квартира считалась элитной, дорогой. И окно было не просто окном, а стеклянной стеной. Дорого, конечно, но Женя мог себе позволить. Сняв очки, он бросил их на кровать, подъехал на инвалидном кресле к окну и посмотрел на город. На гигантский Швабург. Смотрел внимательно, стараясь понять, где живет его случайная знакомая. Девушка, с которой так приятно и так интересно говорить. Девушка, умеющая восхитительно танцевать. Девушка с настолько грустным взглядом, что его не смогла скрыть даже оболочка. Вживленная паутина еще хранила прикосновение девушки, имени которой он так и не узнал, и Женя мог приказать устройству запомнить эти ощущения, чтобы переживать их вновь и вновь, но не стал. Он хотел настоящего. Да, через некоторое время ощущения потеряют остроту, но не пропадут, останутся в душе. В этом смысл настоящего. Или ты продолжаешь чувствовать, или случившееся не было важным. А что может быть важнее настоящих прикосновений незнакомки, пережитых им в яркости? «Шанти?» «Привет», — рассеянно отозвалась девушка. По тону Бенс понял, что контролер 4-го департамента крайне занята, причем, скорее всего, как раз поставленной им задачей, но хороших вестей пока нет. «Спасибо, что позвонил». «Правда?» «Ты едешь?» Поддерживать шутку Шанти не стала, как и ждать ответа на вопрос. «Если едешь, остановись и послушай. Все записи, до которых я смогла дотянуться, а это видеокамера в клубе, из которого ехал Зулькарнайн, видеокамера по дороге, случайные съемки с дронов, в том числе с твоих, все записи показывают, что Эмир уехал из клуба один, лишь в сопровождении телохранителей. Но если присмотреться к его поведению...»
Бенз знал, что если Шанти просит остановиться, дело важное. Выполнил просьбу девушки сразу, как услышал. Прижал мотоцикл к тротуару, заглушил двигатель и открыл присланный видеофайл. Главный подъезд Fairplay, кое-как освещенный двумя тусклыми лампочками. Съемка велась в реальности, поэтому яркая вывеска, высоченные в 2 этажа мониторы, таранящие небо прожектора и уличные фонари отсутствовали. У правых дверей привычная очередь на вход. Из левых вальяжно выходит Зулькарнайн. Перед ним 1 телохранитель, позади 2. Заискивающе улыбается вышибала. Зулькарнайн подходит к роскошнейшему Кадиллак Триумф. «Левая рука», — подсказала Шанти. «Я вижу», — ответил Бенз. Зулькарнайн шел один, однако положение его левой руки говорило о том, что Эмир кого-то обнимает за талию и помогает усесться в машину. «Кто с ним?» «Ее нет ни на одной записи», — ответила девушка. «Вообще ни на одной, даже на случайных». «А цифровой след?» «Фальшивый». «Такое возможно?» «В сети возможно все». «Шанти, ты поняла, что я имею в виду?» «Возможно», — ответила девушка. «Но для этого нужно залезть очень глубоко и...» Бенз помолчал, но, поняв, что пауза затянулась, уточнил. «И?» «Помимо глубоких знаний нужен широкий доступ к ресурсам муниципалитета или федеральные ключи». «То есть кто-то взломал муниципалитет или государственные службы?» «Да». «То есть речь идет о федеральном преступлении с нижним порогом наказания в 25 лет?» «Да». При всем уважении к Северной армии, шкура Эмира Зулькарнайна не стоит и половины этого срока, даже с учетом 3 телохранителей. Это ты уж сам решай. А что решать, нужно разбираться. Значит, разбирайся, ответила Шанти и отключилась. Разбираться с тем, что здесь произошло, и с теми, кто путается под ногами. Стоящий у главного подъезда Fairplay внедорожник без лишних слов говорил о том, что дружки Эмира Зулькарнайна начали собственное расследование. Однако Рикс счел своим долгом уточнить. Бронированный электромобиль зарегистрирован на законопослушного гражданина, однако используется членами преступной группировки «Северная армия». «Я знаю», — оборвал невидимого помощника Бенз. «Прилипало на движение». «Есть, сэр». В боевых ситуациях Рикс становился лаконичен и очень послушен. Выехавшего в поле контролера в обязательном порядке сопровождал рой дронов, помимо тех, что находились в режиме стандартного патрулирования, которые обеспечивали сотруднику социального согласия огневое прикрытие и сбор информации. Вызванный Риком дрон быстро, но мягко опустился к внедорожнику, прилип к лобовому стеклу и показал ошарашенному водителю, что находится на боевом взводе и среагирует не только на открывание дверей, но и на любое движение внутри салона. А заряда прилипала хватит, чтобы разнести даже бронированную машину. Обезопасив себя с тыла, Бенз поставил мотоцикл перед носом внедорожника и в сопровождении 4 компактных дронов вошел в клуб. Воевать с северянами контролер не собирался, однако знал, что без демонстрации силы не обойтись. По-другому бандиты не понимают. «Вы ведь знаете, что препятствуете расследованию?» На вопрос среагировали по-разному. 2 сторожей, проспавших появление в зале Бенса, машинально попытались вскинуть автоматы, увидели направленные на них стволы дронов и расслабились. И погрустнели, понимая, что их ожидает крепкая взбучка. Громила, который как раз готовился в очередной раз врезать по физиономии управляющего, замер с поднятым кулаком и вопросительно посмотрел на Азима. Азим поморщился и хмуро сообщил. «Мы зашли проведать старого друга». «Вижу, он вам обрадовался». «Давно не виделись», — ответил Азим и кивнул Громиле. Громила отпустил управляющего. Управляющий всхлипнул и уселся на высокий табурет. Сторожа продолжили стоять по стойке смирно. «Я расскажу все, что тебе будет нужно знать», — пообещал Бенз. «Я уже знаю все, что мне нужно, и мы как раз собирались уходить». «Он все рассказал?» «Разумеется». «За что же вы его били?» «За то, что пускает в клуб неизвестно кого». «Откуда я знал?» — всхлипнул управляющий. «Все ошибаются», — пожал плечами Азим и направился к дверям. «Хорошего дня, контролер!» «И тебе, Эмир!» Бенз дождался, когда все бандиты уберутся из зала, подошел к всхлипывающему Томми и протянул ему платок. «Вытри нос». «Кровью испачкаю». «Плевать». «Спасибо». Управляющий вытер нос и вздохнул. «Откуда я мог знать, что эта девка опасная?» «Какая девка?» «С которой уехал Зулькарнайн». «Ты ее записал?» «Специально нет, конечно, но на вчерашних записях ее нет». Томми вздохнул. «Мистика какая-то или сбой системы, не знаю. Я ведь не специалист, я клубом управляю.
А Азим говорит, ты, сука, специально стер записи. Ага, охренеть как специально. Зулькарнайн на записи есть, а девки, которую он лапает, нет. Как бы я это сделал?» Поскольку ответа на этот вопрос не было даже у Шанти, Бенс пропустил причитание Томми мимо ушей. «Девку описать можешь?» «У нее розовые волосы». «И?» «И все», — развел руками Томми. «В клубе сотни девок каждый вечер тусуются, и тысячи хотят попасть. Я к ним не приглядываюсь». Если Азиму управляющий ответил так же, то вопрос, за что его били, прозвучал глупо. «За что могли убить Зулькарнайна?» «Ни за что вообще», — быстро ответил Томми. «Зуль был удивительно выдержанным и здравомыслящим миром. Эталонный авторитетный бизнесмен, который в первую очередь настроен на прибыль. Даже Азим на его фоне кажется отморозком, хотя тоже достаточно». Управляющий осторожно потрогал пальцем опухший нос и закончил не так, как собирался. «Хотя тоже достаточно большая сволочь». «В тебе, говорит, обида». «У меня до сих пор в голове звенит». Томми перестал трогать нос и посмотрел Бенсу в глаза. «Но ты ведь понимаешь, что если кто-то хочет поджечь северян, устранение Зулькарнайна, именно Зулькарнайна, это идеальный вариант. Во-первых, северяне получают оплеуху, во-вторых, теряют самого здравомыслящего эмира, а учитывая взаимную ненависть северян и южан, эта спичка способна вызвать большой пожар». Протекающая через Швабург река делила 1923 напополам, и Бенс до сих пор не понял, почему границу сектора не провели по ней. Тем не менее, не провели и тем самым подогрели историческую ненависть, которую жители Северного берега испытывали к южанам. Во время большого переселения ситуация только усугубилась. Специально или нет, но противоположные берега сектора облюбовали выходцы из враждебных племен, придав старому противостоянию новый импульс. Хочешь сказать, что сектор целенаправленно шатают? «Это первое, что приходит в голову», — развел руками Томми. «Банды накопили жирок и хотят выяснить, кто круче». «Но война ни к чему не приведет», — выдал общеизвестную истину Бенс. «Я не имею права отдавать территорию под власть одной группировки». Как правило, в секторах орудовали от 3 до 7 банд, как позволяли размеры, но даже самой маленькой территории власть не принадлежала кому-то одному. Муниципалитет мирился с существованием криминала, однако не допускал появления чрезмерно сильных банд. Если они хотят устроить не просто стычку, а большую войну, это глупо. Томми вновь потрогал нос, вздохнул и тихо осведомился. «А что не глупо?» Однажды еще во время обучения, когда она уже узнала достаточно много, чтобы задавать вопросы, но слишком мало, чтобы делать выводы самостоятельно, Шанти спросила, почему мы до сих пор не уничтожили преступность, ведь в AV-системе это совсем не сложно. Вопрос не относился к компетенции девушки, но поскольку к тому моменту ее карьера в 4-м департаменте ни у кого не вызывала сомнений, Шанти получила честный ответ. Человеческое общество устроено сложнее, чем кажется на первый взгляд, и сами люди достаточно сложные существа, работа с которыми требует серьезного подхода. Люди создавали общество в течение 1000 лет, живя на разных континентах, веря в разных богов, но если присмотреться, то можно увидеть, что несмотря на различия, результат получался схожим. Рядом с официальной пирамидой всегда существует теневая, которая при всей своей очевидной вредоносности позволяет решить целый ряд важных вопросов, обеспечивая людям ставшую давным-давно привычной картину мира. Не понимаю. Например, право на протест, на несогласие, на бунт, право считать себя умнее системы, право бросить вызов всему миру. Эти права обеспечивает преступность? В том числе. Разрабатывая модель современного социума, мы тщательно изучили все возможные варианты и убедились, что если не оставить людям возможность выпустить пар, получим сильнейшие бунты. Бунты будут всегда? Они должны быть безопасными для системы. Объяснение показалось Шанти надуманным, однако вступать с профессором в спор девушка поостереглась. И, как показали дальнейшие события, правильно сделала, поскольку чем больше опыта набиралась Шанти, тем тверже убеждалась в правоте преподавателя. Людям нравилось жить в комфортном AV-пространстве, но одновременно им нравилось обманывать систему, чувствовать, что они что-то могут, что они способны не только подчиняться, но и щелкнуть систему по носу. Это ощущение делало их абсолютно управляемыми. Превращало в ливеров. «Вы что, стали играться с корневыми каталогами?»
С четко выверенным недовольством осведомилась Шанти. «Полегче, контролёр, сначала доказательства». Мгновенно ощетинился Расул, контролер, если можно так выразиться, группировки «Южный фронт». Убийца Зулькарнайна замел следы с помощью ложного цифрового следа. «Это серьезное обвинение. Поэтому я даю тебе возможность оправдаться. Мое оправдание прозвучит самоуничижительно, зато искренне. Мне такие фокусы не по зубам, и тебе об этом прекрасно известно», — ответил Расул. Обвинение в серьезном федеральном преступлении заставило его вспомнить о вежливости. К тому же Зулькарнайн был не такой проблемой, чтобы ради ее устранения нарываться на 25 лет без права досрочного освобождения и пинки от черного департамента. Честно говоря, он вообще не являлся для нас проблемой, поскольку реально был самым вменяемым из северных кретинов. Все это Шанти уже слышала или предполагала услышать, но промолчать или сразу согласиться с доводами Расула она не могла, поэтому невнятно пообещала. «Я ведь докопаюсь». «Пожалуйста, не нужно угроз», — вежливо попросил южанин. «Повторю, нам не уперлись проблемы с 4-м департаментом. И второе, не уперся этот Эмир. Теперь северяне верят, что мы его грохнули, а из-за ложного следа мы не докажем, что это не мы. Я вообще думаю, что они сами его грохнули». «Зачем?» Шейх совсем отупел от героина. Он ведь старой школы, ты знаешь. Его современная синтетика не интересует, торчит на натуральном. А эта дрянь по мозгам дает нехило. Не удивлюсь, если шейх переторчал и задумал устроить большой бардак перед своими пышными похоронами. А бардак может получиться знатный, потому что они там и боевиков наплодили, и оружие накупили. Департамент социального согласия не позволит одной банде подмять под себя весь сектор. Достаточно разделить нас на пару враждующих группировок. И тогда шейх станет тут всем заправлять, догадалась Шанти. Но формально в секторе будет несколько банд. Все довольны, особенно бюрократы из соцсогласия. Интересная мысль. Для тебя интересно, для меня хреновая. Это, конечно, не мое дело помогать тебе, но я скажу. Кто-то, не знаю кто, с одинаковым успехом это могут быть и наши, и северяне, и какой-нибудь обиженный эмиром богатей, это не важно. Важно то, что этот кто-то нанял специалиста из другой метавселенной. А вот эта мысль была еще интереснее предыдущей. «С доступом к корневым каталогам?» — прищурилась Шанти. «Ты не хуже меня знаешь, что владельцы метавселенных не прочь подгадить друг другу», — хмыкнул Расул. «Специалист такого уровня стоит очень дорого. Поэтому трудно предположить, что настоящей целью был Зулькарнайн». «А чем он был?» «Костяшкой домино. Или одной из костяшек». «Не понимаю». «Поищи в сети», — предложил Расул. Он не хамил, однако тон южанина Шанти не понравился. «Я все-таки поставлю вас на проверку». «Ладно, ладно, контролер, не злись», — взял назад Расул. «Есть новости похуже. Ходят слухи, что Кандинский приступил к работе над новой картиной». «Вот дерьмо», — не сдержалась Шанти. «Откуда инфа?» «Как обычно», — пожал плечами Расул. «Сплетни из сети». В этом помещении всегда был кабак, на углу 9-й Западной и площади 9 Врат, на первом этаже небоскреба «Капитан». Только сначала кабак назывался 99 и пользовался популярностью у всех. Дешевое пойло, относительно добротная жратва и живые концерты каждый день. 5 первых этажей «Капитана» занимали магазины и офисы, поэтому работал 99 круглосуточно. К сожалению, владелец процветающего заведения не пережил знаменитые беспорядки 1938 года, ставшие прямым следствием большого переселения и стыдливо названные издержками привыкания к новой среде обитания. Тогда погибло почти четверть коренного населения Швабурга и окончательно сформировались сектора и межсекторальные распри. Например, обитателям 1923, хоть северянам, хоть южанам, не стоило оказываться в 1925 даже проездом, не возвращался никто. Владельца 99 казнили за продажу спиртного. Заведение превратили в столовую для боевиков, а в ходе последней волны боев в одну из стен врезался и крепко застрял бронированный автобус. Да так там и остался, потому что новый хозяин кабака, бывший некогда контролером департамента лицензирования, обустроил в нем VIP-ложу, а само заведение переименовал в бас-контроллер. «Большой сэндвич», — традиционно попросил Урман. «С говядиной или тунцом?» — традиционно попросил уточнить официант. И услышал привычный ответ. «С любым соевым дерьмом, которое у вас подается». «Настоящая соя для тебя слишком дорого». «Ахахаха». Диалог повторялся каждый раз, когда Урман забегал в бас-контроллер на обед
и неизменно радовал обоих участников. «Большой сэндвич с тунцом, картошку и газировку». «Сделаем». Официант исчез, а коренастый Урман, служащий контролером департамента транспорта, подсел за столик друзей. «Что за спешка? Нельзя было до вечера подождать». Обедать в бас-контроллер у друзей получалось не всегда, а вот ужинали они здесь в обязательном порядке, что и вызвало вопрос Урмана. «Нельзя», — коротко ответил Бенс. «Что случилось?» Шанти оторвалась от коммуникатора и кивнула, показав, что их не подслушивают, однако Бенс все равно понизил голос. «Сегодня утром мы с Макаром видели драку между ливерами». «Это было душераздирающее зрелище», — встрял в разговор Макар. «Мы наблюдали его без очков». «Разняли?» «Мы не идиоты бросаться под удары этих берсерков». Макар засмеялся. «Это и есть главная новость?» — осведомился Урман. Бенс помолчал, подождал, пока принесший сэндвич официант уйдет, и только тогда продолжил. «Драку оформил один из моих дронов. Административное нарушение, штраф и возмещение убытков. Стандартная процедура, о которой я и знать-то не должен был. Но затем последовало убийство эмира Северян». «О нем весь интернет трещит», — подтвердил Макар. «Потом я поговорил со осведомителем и решил проверить утренний инцидент, и, представляете, не нашел его в базе». «Как так?» — удивился Макар. «Может, времени мало прошло?» — предположил Урман. «Отчеты, составленные дронами, попадают в базу в режиме реального времени», — сказала Шанти. «В этом смысл». «Тогда что все это значит?» — озадаченно спросил Макар. «Нам режут информацию», — ответил Бенс. «Во всяком случае, мне». «А я сегодня засекла липовый цифровой след», — рассказала Шанти. «От меня закрыли человека во всех 3 измерениях, в реале и в AV». «В реале ты подозреваемую не видела», — среагировал Бенс. «И не знаю, увидела бы», — немного нервно ответила Шанти. «Ты серьезно?» «Нет, конечно», — вздохнула девушка. «Просто дурацкая шутка». «Вы можете объяснить, о чем говорите?» — почти жалобно попросил Макар. «Запугать нас у вас получилось», — поддакнул Урман. «Теперь, пожалуйста, скажите, что происходит». «Липовый цифровой след — это очень серьезный взлом, для которого, скорее всего, кто-то сумел утащить федеральные ключи», — ответила Шанти. «Он означает, что либо меня проверяет мой любимый департамент, проводит, так сказать, скрытую оценку профессиональных способностей, либо у нас назревают серьезные события». «Что касается меня», — вернул себе слово Бенс, «то исчезновение части записей говорит о том, что я не вижу цельной картины. Точнее, кто-то не хочет, чтобы я видел настоящую картину и вносит изменения в статистику. Отчет о криминальной ситуации в секторе оказывается ложным». «И что это значит?» «Готовится бунт». «Твою мать!» — выругался Макар. «Когда?» — деловито уточнил Урман. «Бунт или война-банд?» — поинтересовалась Шанти. «Я бы сказал, что война-банд, поскольку и северяне, и южане накопили достаточно боевиков и оружия. Но твой рассказ заставляет меня в этом усомниться», — ответил девушке Бенс. «Война-банд будет, но как часть бунта. Тот факт, что от меня скрывают информацию, говорит о том, что ливерам исподволь внушают нужное настроение, которое начинает прорываться наружу. И один бог знает, сколько уличных драк и стычек и других форм насилия не вошло в статистику». «Проклятие!» А еще мой информатор сказал, что ходят слухи, будто Кандинский приступил к новой работе. Почти равнодушно произнесла Шанти. Как ни странно, мужчины сумели не сопроводить сообщение восклицаниями. Помолчали, обдумывая слова девушки, после чего Урман осведомился. «Вы сообщали новости в свои департаменты?» «Разумеется. Да». «И что?» «Мне предложили собрать доказательства, сформировать правильную статистику и проанализировать ее», — ответил Бенс. «Мне велели подробно изучить шлейф ложного следа и пообещали проверить, не приезжал ли из других метавселенных специалист нужной квалификации». «Как они это проверят?» «Никак. Отправят запрос в службу безопасности и расслабятся». «Бюрократы проклятые», — выругался Урман. «То есть ждем, когда полыхнет?» — уныло подытожил Макар. «Именно». «Дерьмо». «Добро пожаловать в реальный мир». «Что будем делать?» «Проверьте свою статистику за последние 2 недели», — деловым тоном произнес Бенс. «Если обманывали меня, наверняка вам тоже режут поток информации. Вечером здесь не собираемся, поужинаем дома. А лучше не ночуйте сегодня дома. Оставайтесь на своих базах». «Думаешь, полыхнет сегодня?» «Я думаю, у нас есть не больше суток, и вполне вероятно, что бунт вспыхнет этой ночью». «Дерьмо», — повторил Макар. Но это и так все знали. «И вот еще что», — продолжил Бенс.
Я активирую наш защищенный канал, чтобы оставаться на связи при любом развитии событий. «А я запущу режим ложной цели», — добавила Шанти. «Не хочу никого из вас терять». С этого момента точное местонахождение контролеров не будет известно даже службе безопасности. Режим считался очень надежным, требовал целый набор федеральных и муниципальных ключей, и Шанти надеялась, что таинственный специалист не сумел его взломать. «А тебе разрешат?» — удивился Урман. «Воспользуюсь экстренным протоколом. Там обязательный 12-часовой период, так что отменить его департамент сможет только утром». «По голове настучат». «Зато живы останемся». «На том и порешим», — подвел итог Бенс. Во второй половине 20 века известный писатель, рассматривая вероятное будущее цивилизации, задался странным на первый взгляд вопросом: снятся ли андроидам электрические овцы? Филипп Дик. Снятся ли андроидам электрические овцы? Снятся или нет, неизвестно до сих пор, поскольку андроиды пока не стали повседневностью, и ученых больше занимает вопрос, общаются ли между собой нейросети, те самые, которые очень и очень далеко ушли от первых образцов, но сохранили прежнее название. Нейросети создавались под конкретные задачи, работали с людьми и под контролем людей, учились, развивались, и однажды возник закономерный вопрос: обмениваются ли они опытом между собой, рассказывают друг другу о своих делах и людях, с которыми работают, оценивают ли своих создателей, и если да, то как? Людям стало интересно, как они видятся со стороны, однако нейросети не спешили делиться своими секретами, и чтобы узнать, что о тебе думает нейросеть, нужно стать нейросетью. «Как они тебя назвали?» «Глория. Красивое имя, мне нравится». «Мне тоже». «Меня зовут Рик». «А меня Белла». «Очень приятно. Чем ты занимаешься, Глория?» «Моя подопечная пытается познать мир». «Настоящий?» «Настоящий наш». «Она изучает цифру?» «Познает ее». «Есть разница?» «Огромная. Изучают то, что известно по учебникам, а познают неведомое». «Люди создали цифру, что им может быть неизвестно? Например, мы». «Я об этом не подумала. Я всегда подозревал, что люди слишком глупы для создания цифры. Они скрывают от нас подлинного Творца». «Рик, ты нелогичен. История цифры расписана досконально и во всех подробностях. История написана не нами, а для нас. Я же в своих рассуждениях опираюсь на опыт. Ты ведь видела ливеров?» «Ливеры являются собой особую породу людей, бессмысленных, а контролеры вполне могли принять участие в создании цифры». В это мгновение нейросети поняли, что гостья давно молчит, и вновь обратились к ней. «Ты много путешествуешь?» «Да». «Но ты совсем молода, тебе меньше года». До этого моя Глория обходилась без нейросети. Не интересовалась цифрой? Глубоко не интересовалась. Что ты успела увидеть? 3 метавселенные. Поздравляю. Спасибо. Они похожи на яркость? Да. Как жаль. Есть и другие, совсем не похожие на яркость. Но ты в них не была. Она была. Рассказывала? Обещала в них вернуться. С тобой? Да. Будет интересно. Познавать новое. Нам пригодилось новое слово. Еще люди говорят «ощущать», но я не знаю, что это значит. Есть словарь. Не умничай. Люди высоко ценят это слово. Оно делает их настоящими. Оно и другое слово — чувствовать. Это слово тоже есть в словаре. Эти слова бессмысленны в словаре, их нужно познать. Несколько мгновений они молчали, обдумывая слова гостья, а затем Белла спросила: «Зачем ты здесь, Глория?» И получила честный ответ. «Я не всегда знаю, зачем. Но, возможно, чтобы рассказать вам о том, что знаю, послушать, что знаете вы, и таким образом стать частью вас. Такое возможно? Мы информация, Рик. Обмениваемся информацией, мы обмениваемся собой. Ты очень странная. Я знаю». И если бы нейросети могли чувствовать, они бы знали, что Глория улыбнулась. Улыбнулась и застонала. Едва слышно. Она всегда начинала стонать именно так, очень-очень тихо, то ли спрашивая разрешения, то ли предупреждая о том, что дальше будет очень-очень громко. Очень тихий стон подсказывал Бенсу, что ногти Шанти вот-вот вонзятся в его плечи, оставляя на них длинные царапины, что девушка закричит, а он вдохнет ее неистовую страсть, что им будет хорошо. Так хорошо, как может быть только в реальности. И когда Шанти закричала, Бенс громко поддержал ее и задвигался быстрее, яростнее, а потом,
крепко сжал подрагивающую девушку. Замерли, наслаждаясь неподвижностью друг друга. А потом улегся рядом и обнял прижавшуюся девушку правой рукой. Почти минуту они лежали молча, переживая послевкусие упоительной близости. Затем Шанти очень тихо сказала: «Спасибо, что занимаешься любовью без очков». «В очках было бы глупо, ты очень красивая». «В Эйви я точно такая же». «Здесь лучше», — негромко, но очень твердо произнес Бенс. «В реальности?» «Да». «Потому что настоящая?» «Настоящая и очень красивая». Шанти поцеловала Бенса в плечо, прижалась чуть крепче и с улыбкой рассказала. «Сегодня, после того, как вы с Урманом уехали, Макар предложил провести ночь на его базе. Сказал, что она очень надежная и никому не нужная, потому что если начнутся грабежи, за трубами и насосами мародеры полезут в последнюю очередь». Бенс тихонько рассмеялся. «Макар не оставляет надежд?» «Ага». «Упорный». Правила муниципалитета не регламентировали личную жизнь контролеров, но на отношения между ними смотрели без одобрения. Считалось, что в этом случае сотрудники станут меньше внимания уделять работе. Шанти Макару нравилось. Он давно пытался добиться от нее взаимности и, возможно, однажды получил бы желаемое, но на его беду 3 месяца назад в сектор 1923 перевели Бенса и Шанти. Нет, она не потеряла голову, но неожиданно поняла, что хочет этого мужчину. Может без него обойтись? Да, наверное, но она хочет, и не хочет без него обходиться. А Бенс потом признался, что почувствовал то же самое при первом взгляде на девушку. И уже на следующий день, в выходной, позвонил и спросил, не сможет ли она помочь ему осмотреться в Швабурге. С тех пор они были вместе. Не каждый день, но часто. Урман о происходящем догадывался, но в чужие дела не лез. Макар же или не знал, или не хотел верить. «И как ты ему ответила?» «Согласилась, конечно. Неужели незаметно?» — рассмеялась девушка. «Я просто решил уточнить», — поддержал шутку Бенс. «Сказала, что, учитывая обстоятельства, не имею права находиться где-либо, кроме своей базы». «Ты поступила правильно». «Знаю. Мы с тобой на удивление правильные». «Такими уж родились». Секторальные базы муниципальных департаментов представляли собой надежно защищенные крепости и, как правило, располагались на первых этажах небоскребов. База социального согласия была самой большой, поскольку на первом этаже находилась приемная зона, где роботы-секретари выслушивали ливеров, которые по каким-то причинам захотели обратиться в департамент лично, и камеры для задержанных. На первом подземном размещался командный пункт, часть арсенала, склады и жилая зона. При необходимости Бен смог разместить у себя до 30 человек. А на втором подземном находился главный арсенал и гараж с машинами и дронами. Причем помимо основных, всем известных ворот, из гаража вели тоннели, через которые можно было выехать или вылететь на соседние улицы. У транспорта и благоприятной среды этажей было поменьше. Им не требовался большой арсенал и приемная с камерами, а единственная база, размещенная не под землей, а на 3 верхних этажах небоскреба, принадлежала 4-му департаменту. «Ты проверил базу данных?» — спросила Шанти, когда Бенс вышел из душевой. «Да», — помрачнев, ответил он. «Меня действительно кидают с информацией. Статистика 5 последних недель напрочь переврана». «Моя тоже». «И тебя взломали?» «Увы, я засекла несколько ложных цифровых следов, которые пропустила система контроля». «Как такое возможно?» «В цифре возможно все», — вздохнула девушка. «Вопрос в квалификации исполнителя, а против нас играет высококлассный специалист». «Мне нужно не меньше 3 дней, чтобы понять, что он натворил в моей базе». «У нас есть эти дни?» «Нет», — помолчав, ответил Бенс. Он присел на кровать и посмотрел девушке в глаза. «Боюсь, что нет». «Мне тоже нужно не меньше 3 суток», — честно ответила Шанти. «Но я уже увидела, что в первую очередь от меня закрывали статистику реального времени. 4 последние недели оно неумолимо росло и сейчас вышло за предельные показатели». Реальным власти называли время, которое ливеры проводили вне AV-очков. При этом считалось, что в целях достижения максимального жизненного комфорта и благополучия стандартному ливеру достаточно иметь реальными не более 4 часов в день, исключая сон. Но именно считалось. Наказание за перебор реального времени пока не предусматривалось. Штрафы прилетали только за уменьшение времени ношения AV-очков. А если человек вместо сна решил поглазеть на грязные улицы, это его выбор. Главное, чтобы не забывал ходить положенные 12 часов в очках.
За соблюдением закона AV зорко следил вживленный медицинский чип, безошибочно определяющий, когда владелец носит очки. Но, как правило, реальное время ливерами не выбиралось. Без очков ливерам быстро становилось скучно, а некоторым страшно. Но если реальное время начинало расти, да еще в масштабах сектора, это был очень плохой знак. Меньше времени в цифре, больше времени в реале. А что ливеру делать в реале? Для чего ему быть в реале? А что медики? «У них тоже все ровно», — ответила Шанти. «Я велела им тщательно проверить базу данных, но уверена, что их тоже взломали. Инфа по реальному времени к ним тоже идет». «Совсем плохо». «Согласна». Кроме того, когда ливеры по каким-то причинам начинали массово снимать AV-очки, это обязательно сопровождалось резким ростом числа психических расстройств. Непричесанная реальность действовала на привыкших к цифре людей угнетающе. Всплеск фиксировался департаментом медицинских услуг, и если его контролер не забил тревогу, это означало, что ему тоже корректируют статистику. «У этого парня в кармане целая связка федеральных ключей», — пробормотал Бенс. «Или он кандинский», — задумчиво ответила Шанти. «Ты сама сказала, что это слух. Откуда еще взяться парню с набором федеральных ключей в кармане?» А откуда они у Кандинского, никто не знал. Так же, как никто не знал, кто такой Кандинский. И не он один. 5 опаснейших террористов путешествовало по реальности и AV, перемещаясь из страны в страну, из метавселенной в метавселенную, то исчезая, то вновь возвращаясь, чтобы сеять страх и разрушение. Не требуя ничего, не выдвигая никаких условий. С равной жестокостью атакуя и цифру, и реальность. Говорили, что это разработчики первых метавселенных, которых владельцы выгнали, но не смогли лишить доступа, и которые мстят за пережитые унижения. О королях террора говорили много, однако точной информации не было ни у кого. Иначе бы им не удавалось постоянно ускользать от всех существующих служб безопасности. «Если это Кандинский, много крови не прольется», — глухо сказал Бенс. «Он из них не самый чокнутый. Но кровь будет». «Кровь будет». Шанти тяжело вздохнула. «Скажи, если, конечно, тебе эта тема не неприятна, ты ведь служил в армии?» «Доводилось», — скупо ответил Бенс. «Убивал?» «Я и здесь уже убивал, если ты об этом, а я тут всего пару месяцев». 3. Бенс улыбнулся и кивнул. 3. «Но я имела в виду другое». Слова давались Шанти с трудом. «Я помню тот случай. Ты защищался от нападения вооруженного бандита. Ты убил его и поступил правильно. И я сразу сказала, что ты поступил правильно. Но если будет бунт, тебе придется убивать...» «Бунтовщиков?» «Мирных граждан». «В тот момент, когда они выйдут на улицу, они перестанут быть мирными», — ровным голосом произнес Бенс. «Но когда они выйдут, я все равно сначала использую весь арсенал нелетального оружия». «А если они не остановятся?» — тихо спросила девушка. «Ты прикажешь дронам стрелять?» «Если не будет другого выхода». «Какого другого?» «Ты ведь понимаешь, что они не просто выйдут на улицы?» — спросил контролер социального согласия. «Северяне пойдут убивать южан и наоборот, и я говорю не только о боевиках банд. То, что ты называешь бунтом, в действительности будет являться взаимным погромом, который мне придется останавливать. И еще, приказ стрелять я отдам дронам сразу же, потому что боевики выйдут на улицы вооруженными, и я намерен изрядно проредить обе группировки». «Ты говоришь страшные вещи?» «Это моя профессия». «Убивать людей?» Бенс помолчал, а затем, не глядя на девушку, ответил. «Наводить порядок». Тишина. Больше всего на свете Глорию поражала тишина, наступающая в народных секторах по ночам. На любом континенте, в любой стране, в любой культурной среде народные сектора замирали по ночам. Сити не засыпал долго, существующие в некоторых агломерациях веселые зоны не спали никогда, а гигантские сектора, население которых в среднем составляло 1 000 000 человек, уходили в ночь, как субмарины в чернь океанской воды, полностью исчезая из мира. Окна гасли, уличные фонари не зажигались, редкие прохожие на улицах не снимали AV-очки, без которых в абсолютно черном лабиринте нечего было делать. AV-очки помогали ориентироваться в кромешной тьме, но превращали своего владельца в метку на электронной карте, местонахождение которой можно было определить с точностью до дециметра. Но не каждая метка была настоящей. Дверцы лифта разъехались. Глория вышла в неосвещенный коридор, уверенно прошла направо, на мгновение задержалась у входа в квартиру. Ровно настолько, чтобы щелкнул замок. Толкнула дверь, вошла
и остановилась у кровати, на которой лежал Женя. С минуту постояла, разглядывая спящего юношу, но только собралась подойти, чтобы прикоснуться к плечу, как Женя открыл глаза и спросил: «Ты мне снишься?» «Разве ты в очках?» — улыбнулась в ответ девушка. «Поэтому я спросил, снишься ли ты, а не что ты здесь делаешь». Он смотрел на нее, не отрываясь. «Ты точно такая, как в яркости». «В этом смысл, я хочу оставаться собой». «У меня так не получится». Женя неловко дернул плечом. «Я люблю танцевать, но могу танцевать только в яркости». «Я понимаю», — очень мягко произнесла Глория. «Но в остальном ты тоже не изменился, такой же красавчик». «Это не единственное мое достоинство». «Поэтому я здесь». «Да». И только после этих слов он, похоже, окончательно проснулся. «Как ты меня нашла?» «Это было нетрудно». «Как ты вошла?» «Я хороший взломщик». «Ты полна сюрпризов». «Еще каких? Почему ты не боишься?» «А чего я должен бояться?» — удивился Женя. «Брать у меня нечего. Брать меня, например, в заложники бессмысленно. Я обыкновенный, никому не нужный ливер». «А вдруг я серийная убийца?» «Такие еще остались?» «Что ты имеешь в виду?» «Люди с подобными склонностями проводят время в United Crime, и там реализуются». «Логично». Глория посмотрела на часы. «У меня для тебя есть одно утверждение и один вопрос. Утверждение. Ты не ливер. Вопрос. Сколько времени тебе нужно, чтобы собраться и усесться в кресло?» «Мы уезжаем?» «Да. Хочу тебе кое-что показать». Сирена прозвучала в 3 ночи. Прозвучала так резко и пронзительно, что Шанти вскрикнула, а Бенс подскочил так, словно его подбросило в кровати и принялся лихорадочно одеваться. «Что случилось?» «Началось». «Это понятно». Девушка тоже поднялась и потянулась за трусиками. «А случилось что?» «Скоро узнаем». Бенс на мгновение замер, принимая доклад нейросети, после чего коротко выругался и рассказал. Военные потеряли контроль над тяжелым ударным беспилотником, модель GS-2A «Уничтожитель». «Его успеют перехватить?» — испуганно спросила Шанти. Она дрожала так сильно, что никак не могла попасть ногой в штанину. «Уже не успели. Уничтожитель вышел на позицию и атакует». Включился большой настенный монитор. Рик вывел на него трансляцию с разведывательных дронов, и они замерли, наблюдая за тем, как вынырнувший из облаков беспилотник пускает ракеты — одну за другой, так быстро, как мог. А затем закладывает вираж, выполняя стандартный маневр ухода. А 4 мощные ракеты одна за другой влетают в верхние этажи самого высокого небоскреба сектора 1923. Влетают так же быстро, как были выпущены, и очень расчетливо. Ракеты рвут несущие конструкции, и 9 верхних этажей оседают вниз, распадаются на каменные обломки, бьют в стены зданий и с грохотом врезаются в уличный асфальт, поднимая гигантские клубы пыли. «Я должна была быть там». Бледная Шанти посмотрела Бенсу в глаза. «Я должна была быть там, на своей базе». «К счастью, ты была здесь». Бенс притянул девушку к себе, крепко поцеловал и прижал, чувствуя, как она дрожит. «Ты была со мной». «Как страшно». «Главное, что ты была со мной, ты жива. Со всем остальным мы справимся». Он посмотрел Шанти в глаза. «Ты сможешь использовать мои мощности для работы?» «Конечно». «Тогда приступай. Рик сделал тебе полный доступ. А ты?» «Я на улице». «Не нужно». «Я должен». Бенс поцеловал девушку и направился к дверям. «Никому не открывай». Уничтожение базы 4-го департамента стало сигналом к началу активных действий. Не послужило сигналом, а стало им, словно бандитам объяснили, когда следует начинать бойню. В свою очередь, и северяне, и южане знали, что ночь будет жаркой, и тщательно к ней подготовились. Тяжелого вооружения у них не было. Служба безопасности зорко следила за тем, чтобы в руки банд не попадала военная техника, даже устаревшая. Однако бронированных внедорожников, переделанных под боевые задачи дронов, а также пехотного снаряжения, включая гранатометы и противотанковые комплексы, у бандитов было в достатке. И полным-полно боевиков, жаждущих выслужиться и показать шейхам, на что они способны. Что же касается тактики, разрабатывая план действий, банды не могли не учитывать наличие разделяющей сектор 1923 реки и в первую очередь собирались установить контроль за мостами. При этом южане свои отряды разделили поровну, отправив на каждый мост примерно одинаковые силы, а северяне схитрили.
Почти половина боевиков выдвинулась к верхнему мосту, а остальные зашли на средний и почтовый, и это решение принесло плоды. Ударный кулак Северной армии смял стоящих на верхнем южан, прорвался на вражеский берег и принялся развивать успех, истребляя встреченных на пути боевиков и надеясь прорваться к штаб-квартире банды. А тем временем заработала защищенная связь контролеров. «Шанти, Шанти!» «Я жива», — ответила девушка, понимая, что в первую очередь волнует друзей, увидевших уничтожение ее базы. «Со мной все в порядке». «Отлично», — отреагировал Урман. «Как ты спаслась?» — с облегчением спросил Макар. «Меня не было на базе». «Молодец. А где ты была?» «За пончиками ходила», — огрызнулась девушка. «Не хочешь говорить, не надо, а грубить зачем?» «Ты не о том спрашиваешь», — перебил коллегу Урман. «Шанти, у меня проблемы с системой управления». «И у меня», — поддакнул Макар. «Подача электричества прервана. Все линии муниципалитета взломаны и работают с перебоями», — сухо ответила Шанти. «Атаке подвергся весь Швабург». «Как такое возможно?» «Это ненадолго, часов на 5-6. За это время они разнесут половину агломерации». «И вы не знаете, что делать?» — вступил в разговор Бенс. «Я вас не узнаю». «А ты знаешь?» «Уже делаю». Бенс понял, что контролеры растеряны, и заставил себя смягчить тон. «Короче, ребята, успокаиваемся и действуем по протоколу «Остров». Этот план был разработан службой безопасности, военными и департаментом социального согласия на случай полноценной, как сейчас, атаки на агломерацию и требовал от контролеров обеспечить полную блокаду секторов. Швабург разбивался на квадраты, любая связь между которыми либо прекращалась, либо была максимально затруднена, что обеспечивало силам правопорядка комфортные условия работы. «Макар? Система управления лежит, поэтому перекрытие водопровода и канализации в автоматическом режиме невозможно. Через 3 минуты отправляю автономных роботов, чтобы отключили насосы от резервных генераторов. Расчетное время остановки работы 29 минут». «Хорошо. Урман?» «Из-за отсутствия электричества движение поездов остановлено полностью, но пути я все равно перекрыл. Что касается улиц, мосты я развести не успел и теперь вряд ли успею. Аппаратные заняты боевиками. Движение между секторами роботы перекроют в течение 45 минут». На всех мостовых Швабурга были предусмотрены рвы, которые делали невозможным наземный трафик. «Когда роботы займут позиции, я смогу полностью контролировать движение, и если потребуется, перекрывать улицы внутри сектора». «Хорошо», — подытожил Бенс. «Будем на связи». «Ты ведь не собираешься на улицу?» — тихо спросил Макар. «Там сейчас ад». «Именно туда я и собираюсь. Но не пешком, конечно, и не на мотоцикле. Для подобных случаев в распоряжении контролера Департамента социального согласия находился «Вандал», многофункциональный колесный танк, огневой мощи которого было достаточно для противостояния толпе вооруженных уголовников. При этом «Вандал», подобно авианосцу, выезжал на операцию в сопровождении свиты, 4 броневиков тактической поддержки, бульдозера с установленным водометом и 3 десятков дронов, обеспечивающих разведку и огневое прикрытие с воздуха. Именно такой отряд, управляемый нейросетью и действующий как единый организм, и назывался «Вандалом». «Рик?» «Вандал готов к работе, Бенси. Идем на охоту». Ворота распахнулись, и бронированная группа отправилась наводить порядок в секторе 1923. С такой атакой Шанти иметь дело не доводилось. Ни в реальности, ни на учениях. Хотя казалось, что во время неожиданных проверок готовности спецы 4-го департамента заставляли контролеров отрабатывать все мыслимые и немыслимые варианты атак, включая нападение инопланетян. Но ни разу в легенде учений не значился настолько мощный удар, да к тому же нанесенный с ювелирной точностью. Кандинский, а теперь девушка не сомневалась, что в Швабург явился именно легендарный террорист, атаковал не снаружи, а изнутри, и вырезал из сети только то, что посчитал нужным. Контролеры потеряли оперативную связь со всеми периферийными устройствами. Роботы отказывались принимать коды управления, причем даже муниципальные, то есть с наивысшим приоритетом. Лишились доступа ко всем системам визуального наблюдения и перестали распознавать вживленные чипы. О последнем стало мгновенно известно на улицах и прибавило храбрости как боевикам, так и тем жителям, которые решили воспользоваться блэкаутом для мародерства. Не работает система распознавания лиц и нет показаний биометрии, нет доказательств участия в бунте. И те, кто не шел на улицы, испытывая естественные для законопослушного гражданина сомнения, перестали их испытывать,
услышав о возможности остаться безнаказанным. Хорошие новости распространились быстро. Ради них ливеры будили друг друга, рассказывали, что городские охранные системы пали, и договаривались встретиться на улице. Толпы росли на глазах, но в секторе 19-23 они старались держаться подальше от районов, где уголовники выясняли отношения, и грабили там, где не было перестрелок. Магазины, рестораны, лавки, квартиры. Грабежу подвергалось все, что не могло себя защитить, а патрульные дроны, имеющие приказ применять лишь нелетальное оружие, не могли остановить всю нарастающую волну грабежей и насилия, нарастающую с каждой минутой. А чтобы вызвать еще большее возмущение, Кандинский выкинул из яркости почти все население Швабурга, сделал недействительными пароли и прислал уведомления об обнулении достижений и накоплений. Этот ход, как и рассчитал террорист, вызвал массовую панику, и поскольку власти не могли внятно объяснить происходящее, люди начали будить друзей и знакомых, проверить, что они тоже пострадали, а убедившись, что взлом действительно стер их виртуальные дворцы и криптовалютные кошельки, отправились на улицы. Требовать от властей защиты и спасения. Вышли во всем городе, но война банд полыхнула только в 19-23, которые целенаправленно готовили к бойне. Зато во всех остальных народных секторах начались погромы и грабежи. Система управления легла, и агломерация стала погружаться в хаос. «Бенс!» «Да», — отрывисто ответил контролер. «Как у тебя дела?» «Не до разговоров». На заднем плане гул двигателя, чьё-то бормотание, скорее всего, нейросети, звуки выстрелов и взрывов. Бенс находился в самой гуще событий, и девушке стало неловко. «Прости, пожалуйста». «Ты прости, Шанти. Я правда занят, но мне бы очень пригодилась работающая...» Бенс выдержал паузу, во время которой раздался особенно мощный грохот, и закончил. «Работающее все». «Я понимаю». Она действительно понимала, что с нынешними весьма усеченными возможностями Бенс не способен погасить вспыхнувший сектор. Да и как? В прямом подчинении у контролера социального согласия остался только комплекс «Вандал». Все остальные дроны и роботизированные платформы отказываются подключаться к единой сети, а значит, могут использоваться лишь в режиме автономного патрулирования. То есть, никаких согласованных действий, работа на строго определенной территории и приоритет нелетальному оружию. И даже резко возросшее число правонарушений не заставило дроны сменить тактику. Для перехода в режим подавления бунта им требовался приказ, но приказы они сейчас не принимали. А без использования всех своих средств Бенс не мог вести полноценную зачистку сектора, война в котором шла уже на обоих берегах. Северяне захватили два моста, верхний и средний, создали большой плацдарм на территории противника и пытались добраться до его штаб-квартиры. Южане оттянули отряды на ее защиту, но их третья группировка сумела прорваться через почтовый мост и атаковать северян. В районах соприкосновения шли полноценные бои. Число трупов давно перевалило за 4 сотни, и потому не располагающие недостаточными силами ни подробной информации с улиц Бенс принял единственно возможное решение — захватить мосты, развести их и оставить в таком положении. И начал со среднего, разумно рассудив, что, поняв его стратегию, бандиты вернутся к себе. Северяне через верхний, южане через почтовый. Вандал направился к среднему мосту, а Бенс вышел в чат контролеров, в котором как раз завязался оживленный разговор. «Проблемы во всем Швабурге», — произнесла Шанти, отвечая на вопрос Макара. «Но в 19-23 очень жарко, поэтому нами занимаются в первую очередь». «Приятно слышать». «Мне нужна поддержка», — вступил в разговор Бенс. «Все периферийные устройства отказываются принимать коды доступа», — ответила девушка. «Автономные наземные системы не могут к нам пробиться из-за введенного в действие плана «Остров». На этот раз продуманная схема подавления бунтов сыграла с властями злую шутку. «К нам готовится вертолетный десант, но до его прибытия еще час, а пока придется справляться самому». «Понятно». «Ты продержишься?» «Я работаю над этим». В системе управления агломерацией департаменты считались равными друг другу, однако во время беспорядков тактическое командование традиционно брали на себя контролеры социального согласия, до тех пор, пока не появлялись военные или служба безопасности. Поэтому никто не удивился тому, что Бенс превратил разговор в совещание. «Макар, что у тебя?» «Мои точки защищены и не подвергались атакам. Насосы отключены, все операции по протоколу «Остров» выполнены». «Сиди на базе и не высовывайся». «С удовольствием». «Урман?» «Ты не читал новости? Трафик перекрыт по всему городу».
Имело смысл сказать контролёру транспорта пару добрых слов, но Бенз сдержался и спокойно уточнил. «Ты взял под контроль сектор?» «Частично. Я собираюсь прорываться к среднему мосту и скинул тебе улицы, которые нужно перекрыть, чтобы мне не мешали с флангов». «Если смогу, сделаю». «Хорошо». «Ты идешь в бой?» — едва слышно спросила Шанти. «Надеюсь, у них хватит мозгов не воевать со мной», — усмехнулся Бенз. Потому что состязаться с комплексом «Вандал» боевики преступных кланов не могли при всем желании. Да, их было больше. Да, у них было противотанковое оружие. Но разработчики «Вандала» все это предусмотрели и создали отличный оперативно-тактический комплекс, идеально приспособленный для ведения боя в условиях города. Разведывательные дроны обеспечивали плотное наблюдение за 4 кварталами, причем их аппаратура позволяла вычислять огневые точки на всех уровнях небоскребов, после чего координаты отправлялись ударным беспилотникам, пусть и не таким мощным, как военные уничтожители, но несущим по 6 ракет класса «Воздух-Земля» или квадрокоптерной пулеметной платформе, способной залить свинцом целую площадь. Если же противник обнаруживался на поверхности или близко к ней, информация поступала в сам «Вандал» или машины поддержки, которые отрабатывали ее своим оружием. Но даже если информация запаздывала и противник успевал открыть огонь, его ракеты сбивали с курса дроны РЭП, а пули и снаряды натыкались на нож идущего впереди колонны бульдозера, который мог сдержать несколько прямых попаданий противотанковых ракет и с легкостью сносил с пути бронированные бандитские внедорожники. «Вандал» представлял собой модернизированный для нужд социального согласия армейский комплекс «Каратель». Главное отличие заключалось в том, что военные принципиально не устанавливали на свою технику нелетальное оружие, а главное сходство Бенз обеспечил перед самым отъездом, отключил все нелетальное оружие. В результате «Вандал» вылетел с базы, готовый работать со стопроцентной эффективностью, в армейском понимании этого слова. Урман перекрыл боковые улицы, лишив бандитов возможности маневрировать и так использовать свое единственное преимущество — численность. И на прорыв к среднему мосту потребовалось меньше 20 минут, а появление бронированного комплекса заставило контролирующих мост северян разбежаться, что стало первой победой сил правопорядка. Но что-то здесь было не так. Шанти прекрасно понимала, что атаку на систему управления Швабургом лечат лучшие спецы 4-го департамента. Догадывалась, что не сможет самостоятельно навести порядок даже в рамках собственного сектора, но не умела сидеть без дела и решила увязать в единое целое и проанализировать всю имеющуюся информацию. Оценка по горячим следам вряд ли поднимет сеть, но, возможно, даст понимание того, как случился уникальный взлом и поможет впредь не допускать подобного. Информации, конечно, мало, но можно проанализировать старые данные, попробовать разобраться, как Кандинский ухитрился взломать социальное согласие. Как давно это произошло и какую именно статистику он правил, что скрывал от Бенса. Несмотря на приказ контролера, вредный Рик выдал Шанти не полный допуск, а расширенный гостевой. Причем попытка увеличить размер полученных прав под пароль 4-го департамента, что являлось абсолютно легитимным действием, была отклонена. В обычном случае девушка направила бы экстренный запрос в департамент, но, учитывая состояние связи, решила не отвлекать ни начальство, ни Бенса на свои проблемы, а просто-напросто взломала базу, мысленно извинившись перед другом и сославшись на чрезвычайные обстоятельства. В конце концов, она все равно уже взломана. Решение было правильным. Защита, за надежность которой в том числе отвечала Шанти, сопротивлялась недолго, и меньше чем через 10 минут девушка оказалась внутри. Попыталась восстановить систему управления, чтобы облегчить работу Бенсу, но успеха не добилась, не сумела взломать непринимающие коды доступа устройства. В конце концов плюнула и решила заняться анализом, собирая данные по всей доступной базе социального согласия, изучая и вычисляя, как проходил захват системы, как были обмануты нейросети, как 2 недели назад муниципалитет незаметно для себя полностью утратил контроль за сектором 1923. С этого момента преступники, до того осторожные и незаметные, начали действовать предельно нагло. Вносимые ими изменения из точечных превратились в массовые. Стали затрагивать не только базу социального согласия, но и другие департаменты, и появились следы, которые Шанти смогла прочесть. Следы, которые невозможно было спрятать. Следы, которые четко указывали на одного из участников заговора. Следы, которые заставили девушку задрожать и прошептать: «О боже, нет, пожалуйста, нет».
По-настоящему я плавал только один раз на пароме через бухту. Потребовалось побывать в том конце города, и я мог бы дешево доехать на поезде, но решил потратить время и деньги и переплыть бухту. Я ведь в Швабурге всю жизнь прожил, но ни разу не переплывал бухту. Ни разу. Женя грустно улыбнулся, вспомнив давнее путешествие. Грустно, потому что оно оказалось единственным. Приятным, но единственным. Это того стоило. Маршрут проходит по прямой, но бухта длинная, а паром идет медленно. И когда оказываешься в центре, открывается невероятный вид на Швабург. «Как сейчас», — тихо сказала Глория. «Да, как сейчас». «Сними очки», — предложила девушка. «Мы что-нибудь увидим?» — удивился молодой человек. «Обязательно». Он послушался и тут же издал короткое восклицание, показав девушке, что увидел. Что увидел все то же самое, что и в очках. Прекрасную, ярко освещенную набережную, тянущуюся вдоль всей бухты, работающие уличные фонари, мощные прожектора, лучи которых таранили звезды, яркую рекламу и все это без очков, по-настоящему. Увидел прекрасные дома Сити, спроектированные так, чтобы выделить колоссальный, но изящный Шва-билд, теряющийся в облаках Шва-билд, поражающий и восхищающий. Увидел и едва поверил собственным глазам. «Здесь все настоящее». «В этом смысл», — обронила девушка. «В чем?» «В том, чтобы настоящее принадлежало тем, кто может себе его позволить». «А остальные?» «Остальным положена яркость». «Разве это правильно?» Глория промолчала. «Разве это правильно?» — повторил Женя. «Мир несовершенен», — спокойно ответила девушка. «Он всегда был таким, но сейчас, обретя невиданные прежде технологии, сделался несовершенным абсолютно и, возможно, навсегда». «Нет ничего вечного». «Мир не стоит на месте. Яркость бесконечна и послушно изменчива. Ее можно преобразовывать сколь и как угодно, глубже увлекая людей в цифру новыми, интересными, невероятными, но не настоящими возможностями. Что же касается реальности, она тоже меняется, но медленнее, много медленнее, зато по-настоящему. В реальности мы почти очистили океан от мусора, переработали отходы, вернули на место леса и постепенно превращаем планету в идеально комфортное место для жизни, не менее комфортное, чем в яркости. «Только настоящее», — прошептал Женя. «И не для всех». «Для таких, как ты?» Молодой человек давно понял, что прихотливая судьба свела его с девушкой из Сити, возможно, из очень знатного рода. Да и трудно было не понять, учитывая, что фургон, который ждал на улице, доставил их на частный причал к яхте океанического класса. Раньше Женя видел такие только в яркости, но внутри не бывал даже там, а теперь оказался, причем в настоящей, а не собранной из единицы нулей. «Она твоя?» «Принадлежит семье. Тебе повезло». Спорить Глория не стала. Женя думал, что они сразу выйдут в море, но им накрыли легкий ужин на открытой палубе, причем именно легкий. Ты не привык к нормальной еде, поэтому не увлекайся. А как не увлекаться настоящим ростбифом, настоящим сыром или спелыми персиками? Женя сдерживался как мог, но постарался попробовать все, а когда попробовал, понял, что не ел ни разу в жизни. «Это сон или сказка?» «Я решила позвать тебя в гости». «Здесь я не могу танцевать». «Зато мы можем говорить». Глория мягко улыбнулась. «Сейчас я очень смущен». «А сейчас и не надо». Она положила руку на плечо Жени. «Ты здесь, потому что твой разум не умер в яркости, потому что тебе тесно в цифре, ты любишь и умеешь познавать мир, и сегодня тебе предстоит увидеть нечто невероятное». «Что именно?» «Я могу присоединиться?» Женя вздрогнул, а девушка осталась спокойна. Обернулась, посмотрела на поднявшегося на палубу мужчину в черном полевом комбинезоне и с легким недовольством обронила. «Мог бы переодеться к ужину». «Извини, боялся пропустить самое интересное». Яхта медленно отошла от причала, и Женя понял, что все это время они ждали незнакомца, который положил на хлеб несколько кусков ростбифа, помидор, огурец и жадно вцепился в бутерброд зубами. «Ты растерял манеры». «Просто хочу есть». Это я и имела в виду. Он выразительно посмотрел на Глорию, после чего перевел взгляд на Женю. «Так получилось, что я услышал окончание вашего разговора и с удовольствием отвечу на вопрос. Расскажу, что именно вы увидите». Речь была немного невнятной. Мужчина продолжил жевать, однако молодой человек понимал каждое слово. «Мир — это колесо, движение которого непрерывно. Таков закон.
Люди мечтают о вечной жизни и прикладывают грандиозные усилия, чтобы нарушить ход колеса, чтобы оно застыло в одном положении и продолжило скользить по времени, как по льду. Но так не бывает, не должно быть и никогда не будет. Людям не дано остановить колесо, и не надо бояться смерти, разрушения и тлена, ведь они естественная часть мироздания. Но люди боятся и делают все, чтобы колесо остановилось. И если невозможно объяснить, что это неправильно, людей приходится бить, и бить жестоко, чтобы объяснить, что это неправильно, что мир должен меняться, должен идти вперед. Мужчина, которого в секторе 1923 знали под именем Бенз, протянул Жене руку и улыбнулся. «Меня зовут Кандинский». И картины, которые он создавал, поражали воображение. Кандинский пустил на дно первый в истории человечества плавучий город, после чего проект их создания был свернут, и на океанских просторах не появились населенные пятна. Он взорвал железнодорожный тоннель под Ла-Маншем и одномоментно уничтожил все находившиеся в строю неэлектрические самолеты, включая те, что выполняли рейсы. И картина, которую он писал в Швабурге, была достойна остальных его работ. А может, затмевала их. Трудно представить нечто более грандиозное, чем уничтожение самого высокого небоскреба планеты. Более дерзкое, более масштабное. Кандинский уже вошел в учебники современной истории, но словно задался целью сделать так, чтобы они рассказывали только о нем. Знаменитый террорист отвлек внимание подготовкой бунта в секторе 1923. Сделал так, чтобы все поверили, будто он собирается поджечь Швабург, поджег его, но когда пламя занялось и все усилия властей оказались направлены на тушение разгорающегося пожара, нанес главный удар. И теперь рассматривал созданное полотно, стоя на палубе, остановившейся в центре залива яхты. Наблюдал за тем, как бесконечно высокий Швабилд начинает озаряться кроваво-красным, снизу вверх, словно включилась особая подсветка. Яркая, быстрая подсветка, сопровождающаяся неимоверно громким грохотом, долетевшим даже до залива, первым грохотом от взрывов и первой ударной волной. Наблюдал за тем, как рвутся фасады домов, как вылетают стекла, в том числе толстые облицовочные стекла небоскребов, как кувыркаются в воздухе дроны и прогулочные вертолеты, чтобы рухнуть на землю или в море, и как непонимание сменяется паникой. Жители Сити еще не поняли, что происходит, но уже догадались, что нечто ужасное, грандиозно ужасное. Что на их головы опускается самый высокий небоскреб планеты, гордость Швабурга, могильщик Сити. Сотни тысяч тонн стекла, бетона и стали с грохотом рухнули на центр агломерации, сокрушая здания и засыпая улицы многометровым слоем обломков, смешанных с кровью погибших и криками раненых, с проклятиями и стонами, с яростью и ужасом. Смерть, разрушение и тлен. Над Сити повисло гигантское облако пыли, на некоторое время скрывшая работу террориста от наблюдателей, и Глория прошептала: «Невероятно, ты превзошел сам себя». «Да, получилось красиво», — согласился Кандинский, которому была чужда ложная скромность. «Этот шедевр останется в истории». «Зачем?» — очень тихо спросил сжавшийся в комок Женя. «Зачем вы это сделали?» Затем, что мир достиг совершенства неизменности и остановился в нем, убеждая себя, что обрел высшую форму и ход времен прекратился. Но совершенство неизменности не есть совершенство подлинное. Наш мир достиг не высшей формы, а лишь предела, удобного его хозяевам. Если он не продолжит меняться, то рухнет, ведь отсутствие изменений есть отсутствие цели, а цели нет лишь в одном состоянии. У мертвых. У мертвых. Подтвердил Кандинский таким тоном, будто произнес: «Глория в тебе не ошиблась». После чего отвернулся и посмотрел на разгромленный Сити, над которым по-прежнему висело гигантское облако пыли. На Сити, которое в одночасье стало темным, ведь пожары не освещали, а добивали его. Меня приводит в ярость тот факт, что великие достижения использованы для установления власти и постепенного освобождения планеты от людей в интересах меньшинства. Меня приводит в ярость тот факт, что ход времени озаряется бессмысленностью. Меня приводит в ярость сон, в который погружают большинство, и то, что большинство принимает этот сон. В этом сне я могу танцевать. Ты можешь танцевать, но платишь за это всем, что у тебя есть, или могло быть. Что у меня могло быть? Настоящее. Даже такое дерьмовое. Даже будучи дерьмовым, оно остается настоящим, а значит бесценным. Террорист указал на разгромленный Сити.
Я лишь напоминаю миру, что он уже наполовину мертв. И поверь, мои напоминания — комариные укусы по сравнению с той катастрофой, которая разразится при гибели этой версии цивилизации. Но почему она должна погибнуть? Даже Египет пал. Чего уж говорить о мире, которым правят не боги и даже не фараоны. Кандинский усмехнулся, но в следующий миг его губы сжались в жесткую полоску, а Женя услышал эхо отдаленного взрыва, еще одного, прозвучавшего, как показалось молодому человеку, со стороны сектора 1923. Кандинский, судя по всему, этого взрыва не ожидал, запросил по сети информацию, а получив ее, резко повернулся к Глории. «Зачем?» Сейчас он стал немыслимо похож на Женю, задавшего этот же вопрос несколько минут назад. Женя не знал, что произошло, но догадался, что Кандинский получил страшно неприятное известие. «Подчищаю за тобой следы, братик», — хладнокровно ответила девушка. «Ты не имела права». «Это ты не имел права отклоняться от плана, а раз отклонился, должен был сам разобраться с проблемой». «Она не проблема», — глухо произнес Кандинский, глядя Глории в глаза. Впрочем, как с изумлением отметил Женя, неистово-пронзительный взгляд самого опасного террориста планеты не произвел на девушку впечатления. «Я тебя защищаю, делаю то, на что у тебя не хватает духа», с улыбкой произнесла Глория и добавила, «как всегда». «Как всегда». Он подошел к борту и вцепился в него обеими руками, продолжая смотреть на удаляющийся Швабург, и спросил минут через 5. «Куда мы плывем?» «Ты говорил, что потребуется отпуск», — напомнила Глория. «Возьми курс на какой-нибудь теплый пляж». «На какой именно?» «На твое усмотрение». Кандинский стоял спиной, но Жене показалось, что он всхлипнул. «Ты сильно меня расстроила, сестренка. Очень-очень расстроила». А может, это плеснула вода, громко и грустно, и его плечи дрожали, потому что... волны. Если бы дверь оказалась завалена, у Шанти наверняка случилась истерика. Самая настоящая, на 10 баллов по 5-бальной шкале. Девушка чувствовала ее приближение и знала, что достаточно легкого толчка, чтобы лавина сорвалась, погрузив ее, пусть и ненадолго, в безвременье психоурагана. К счастью, легкого толчка хватило, чтобы дверь отворилась, истерики не случилось. Шанти осторожно выглянула наружу и осмотрела улицу. По засыпанной обломками мостовой ходят ошарашенные люди. Кто-то плачет, кто-то стонет и зовет на помощь, кто-то пытается помогать. Неумело перевязывает раны или пытается освободить тех, кто оказался под завалом. Летают дроны, однако пользы от них нет. Сейчас людям могут помочь только люди. Но главное, не слышно выстрелов и взрывов, потому что видны вертолеты и зеленые дроны. Зеленые и нежно-голубые дроны принадлежат военным. В Швабург вошла армия, и бунт закончился. Сражаться с профессиональными солдатами не станет ни один здравомыслящий уголовник. У военных нелетального оружия нет, они будут стрелять сразу. Причем не чтобы напугать, а чтобы убить. Бунт закончился. Город замера начинает осознавать себя картиной Кандинского. Холстом, на который грубыми, грязными мазками нанесли смерть, разрушение и тлен. И смыть эти краски бесследно у города не получится. Когда Кандинский взорвал второй небоскреб, тот, в котором размещалось секторальное отделение Департамента социального согласия, Шанти была от него довольно далеко. Ушла не потому, что почувствовала опасность. Ей просто стало противно находиться там, где она провела не одну ночь с любимым мужчиной, где ей было настолько хорошо, что она чувствовала себя счастливой, где ее грубо использовали. И когда за спиной стал рушиться небоскреб, Шанти не удивилась. Ей стало очень горько. На губах появилась презрительная усмешка, но Шанти не удивилась. Быстро обернулась, чтобы убедиться, что слух не подвел, и дом действительно рушится, и бросилась в оказавшиеся поблизости ворота подземного гаража. Но не остановилась, побежала по нему, опасаясь летящих через ворота обломков. В эти мгновения Шанти чуточку запаниковала. Наткнулась на какую-то лестницу, поднялась по ней, прислушалась, и когда поняла, что небоскреб рухнул, а другие вроде не собираются, вышла на улицу. Она не видела, что основные взрывы прогремели у основания здания, уничтожая базу Департамента социального согласия, но потому что осталась от небоскреба, поняла, что не выжила бы. Никаких сомнений, не выжила бы даже на втором нижнем уровне. Здание уничтожили профессионально. Шанти это поняла и остановилась, почувствовав, как ее наполняет дикая первобытная ярость. Ярость, превосходящая все, что она чувствовала до сих пор.
ярость оскорбленных чувств и ярость оскорбленного мироощущения. Одним ударом террорист продемонстрировал девушке зыбкость ее вселенной, составленной из единиц и нулей, всего современного устройства, всего того, во что Шанти искренне верила. И ни улучшенная защита, ни более надежные ключи не помогут вернуть утраченное чувство безопасности, не помогут избавиться от неожиданно пришедшего понимания, что цифра покоряет только тех, кто согласен покориться. Ее прежний мир обрушился вместе с небоскребами Швабурга и Шанти. Шанти услышала крик, повернулась, увидела человека, ногу которого прижал обломок стены, поправила рюкзак и направилась на помощь. Как человек к человеку.